Так, мы бэк или не бэк? Сейчас проверим. Да, мы бэк. Сейчас посмотрим, статорить, не статорить. Фак, не туда ты смотришь. Сейчас окей вроде, не? Я поставил кодировщик просто немножечко это больше, чем может проживать этот. Точнее, пресет больше, чем может проживать мой компьютер из 2012 года. Поэтому я, скорее всего, такой результат. Я хотел вам хорошее качество картинки дать, но не. Нет. Хотя, если бы я сейчас хром закрыл бы со своими 50 вкладками, наверное, все нормально было бы. Ну? В смысле, кого? Что? Пуш? Пуш, мазафака! А. Okay. Почему не закрыл? Я люблю свои вкладки. Я люблю свои вкладки. Мне удобно так хранить все, чтобы потом не искать, знаешь, там. Короче, это пунктик. У каждого человека есть какое-нибудь определенное сумасшествие. Кто-то не может руки свои держать на месте, вот как некоторые здесь в чате, да? Им нужно постоянно что-то делать. Кто-то постоянно смотрит на часы, а кто-то плодит 50 вкладок в хроме, потому что он ретард. То есть каждый по-своему сходит с ума. Когда я отпраздновал, к родителям съездили. Брат мне подарил 2 бутылки вина. Я на него смотрел, потом решил попробовать. Пол бутылки распробовал. В итоге уснул в 6 утра под грустные песни с 80-х и 90-х, прямо на стуле сидя. Думал, спина с шеи отвалится после этого. Вот и все, празднование. Теперь фреймы падают. О май гад! Стриминг! Twitch! Фок! Yeah. Alright, go ahead. Чуть-чуть дропнуло, но тем не менее. Блядский компьютер. С Твичом последнюю неделю опять жопа. Я сегодня видел стримера, который 1080p 60 FPS достримил на протяжении 5 лет. Сегодня на 720p уехал. Потому что вчера у стримера, которого я смотрю, стрим 2 раза отваливался. Он точнее не отваливался, он 2 или 3 раза останавливал его, чтобы сервера перебирать. Хотя он живет, мать его, в Техасе, там все сервера твичевские близко. Тем не менее, ему пришлось сидеть их перебирать. И стримил он в итоге потом куда-то, по-моему, в Чикаго. И там вроде бы не лагало. Up the steeple. Come on. Да хаубать, пришел, все сломал. Как всегда, ё-моё. А еще, говорит, инженер. I can't jump that high. Alright, just go around the corner. В смысле, вы кого-то... А, монет. It's a nice view, huh? Yeah. Not bad. Ну, я не знаю. А где тут вью-то? Часовня только. You ever been up here before? This particular roof? No. But you do know where you're going, right? More or less. 240 норм, будто сам на соснуле играешь. Ой, ну только не начинайте. Ну не начинайте. А ну хорошее же настроение у всех. Не начинайте людей триггерить вокруг. Я умоляю вас.
You wait here, and you watch me. Ни хрена себе, я бы не рискнул так прыгать-то, вот особенно если учесть, что там такие вон пики. Okay. You got this. You got this, Nate. All right, go ahead. Just don't overthink it. Ей! I did it. Of course you did. Завидую этим двум шкалерам. Охренеть, с такой высоты прыгать прямиком на жопу приземлиться, ничего не сломать. Это удивительно. You know what? How about you take this one? Куда мы вообще лезем, а? Really? Куда мы с тобой лезем? Ты мне скажешь, не? I'll follow your lead. Attaboy, Nathan. Мне всегда вот интересно было, как вот главные герои подобных игр все время вот, ну, вот кидают, да, крючок замотался, а как потом эта веревка разматывается? Вот это вот чудеса. Okay. Она же сейчас автоматически размотается, смотрите. Правда ведь? А, нет? О, реализм? Okay. Вау! All right. After you. Паутина у Человека-паука. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Человек-паук — это Человек-паук. Это чертов персонаж комиксов. У них там это своя, как говорится, физика и вообще. А здесь-то... Куда мы идем? Куда мы идем? Куда мы идем? Куда мы идем? Now, head down. Кстати, Человек-паук последний был неплохой прям. Мне понравился. All right. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. 5000 кубов. Вау! Where'd you lift it from? 3000. That's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on, take a seat. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? Alright. I got this job. Мгм. As well. Really well. But, I gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like, a year. At the most, and then I'll be back before you even know it, alright? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... Years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Драма бойс. Just gotta trust me on that one. It's not fair. Hey, nothing about our lives has been fair. But we've made it work, right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better, I swear to God. where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. You ready for this? Hell yeah.
Ну все, доворовались. Сразу зона, ё-моё. No hablo inglés, señor. Acabemos con esto. Let's go. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Ау, 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 ау. Грязный мексикос, собака. A ver cómo te sales de esta. Ух, ¿Qué holy tal shit. esto? Эй, читерство! Читерство, о май гад! Треугольник! Ох, уроды! Ох. Toma esto, pendejo. Мамка твоя пендеха. I got you now. Ya lo tienes. Come on. Ау! Блин, да ты из чего сделан, господи? Из адамантия, что ли, а? Господи ты Иисусе. Come on, amigo. Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Put me in, coach. Если вам сейчас любопытно, я как бы жму просто одну кнопку все время. Это весь геймплей. Ну, чтобы вы в курсе были. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Ya basta. У меня уже палец болит, господи. Hey, we weren't fighting. Huh? Right, little guy? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides. Te voy a sacar tiras por el culo. ¡Solitaria! ¡Cállalo! Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Найс. Кто-нибудь что-нибудь понял, что там мексиканский гражданин говорил? Я только пендеха услышал. Больше ничего. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? You looking at it? Have fun. I will. Gracias. Get up. I was having a great dream, too. Что плохого в карцере? Отдельная комната? Ну, типа там скучно совсем. И холодно, наверное. Ну что, что? Господи, БДСМ, ё-моё, начался, ё-моё, блин. Infernal Place. Hey, any chance I can take a shower? Cállate. Какой душ? Ты посмотри на охранника. Он душ, по-моему, уже 2 года как минимум не принимал, судя по его внешнему виду. It's hard to tell down here. Oye, idiota. Get up the stairs. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Una semana. Qué generosos. Son tipos generosos. Hey, nice to see you. Right. Humid. Welcome to Panama. Hey, А, так это Панама. Ага. А слушайте, а кто знает, где вообще Панама, а? Ну, примерно, в какой части планеты? Hey Vargas, Cuando regreses. déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Looks like you have some fans. yeah, my adoring public. Между Белоруссией и Аргентиной. Спасибо. Я на полном серьезе вообще даже близко не представляю, где это чертова Панама и что это вообще такое, да, хрен. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. I do speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? You'll find out soon enough. О, фан у вас здесь, да?
está mirando? Nada, amigo. Nothing. Atrás. Мило, Este me мило. encargo yo. Bien. Между Северной и Южной Америкой. Ага. Ну что ты меня все время пихаешь, Господи Иисусе? Where are you taking me anyway? You'll see. На помощь! Права человека нарушают кругом! Help! Help! Давай мы врежем, Дрейк. Ясно. Ясно, не положено. Рельсы, бойс. Not that way. All right. After you. Того бедного так и мутузят там? Господи Иисусе. Yeah, this isn't sketchy at all. Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Go left. Ой, не то лево, упс. Yeah, I'm on it. Through there. Through here? Here we are. Мило у вас здесь. Cuffs off or what? I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Now, come on, Vargas. The deal was just to get us in and out of here. That's it. Just. I'm sticking my neck out for you gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? Си. But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over Can we- $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. Слушайте, я вот всегда думал, вот найдешь ты, грубо говоря, я не знаю, там амфору, забитую золотыми монетками, или сундук там с золотом, да? Ну и сопрешь его благополучно. Как вообще потом это золото превратить, грубо говоря, в наличность? Вы никогда не думали об этом, чат? Ну вот наберем мы с вами сундук золота, и хренов с ним сделать. В банк мы его сдать не сможем. Нас сразу заметут, и государство скажет, мол, это наше все. Этим, господи, перекупщикам, ну, тоже золотая монетка переплавлять, только если ее во что-то... I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupy the highest cell in the Черный рынок. Springs И prison. как туда попасть? I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. It's a metaphor. No. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Господи, да пообещай ему, да и забудем, что вообще существует. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Come on. Letter. Por favor. How you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you want in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah, eat it just over there, under the work table, by the crates. Great, thanks. Переплавляешь золотые коронки. Ну, я тоже думаю, единственное, что по чуть-чуть вот так вот переплавлять во всякую бабуйню и по чуть-чуть продавать, но это тоже, а если у тебя этот сундук большой или несколько сундуков, так, блин, до потери сознания можно сидеть по чуть-чуть сплавлять. И опять же, в один и тот же магаз ты до хрена не сдашь. Не знаю, какая-то стрёмная система. Как люди вообще, ну кто-то же находил это сраное золото, и кто-то же его упирал,
Куда-то же оно девалось. Мне вот тут все время было любопытно. А как его можно благополучно обналичить без всякого вот этого геморроя с переплавкой и всякой прочей херней? Я думал, может быть, кто-нибудь из вас в курсе. Меня иногда просто осеняют различные мысли. Я думаю, блин, интересно. Вот если я сейчас выйду, думаю, на улицу, пойду в магазин, споткнусь и упаду в кучу золота. Чё если буду... А, фак! All right, let's do that again. Может быть, на растения запрыгнуть надо? Нет. Ну все, чат, началось. Началось. Hey, did you bring what I asked? Yeah, eat it just over there. Нет, Дайген, никто не отдает государству. Я имею в виду, если ты прям себе нашел этот кусок золота, ну, сундук золота. Если государство нашло все, считай, что у тебя золота нет. Вот ты понял. Че у нас там? Стрим не отваливается, да? Нормально? There we go, piece of cake. Эта игра такое ощущение, что сделана для специальных детей. Ну, прямо вот для тех вот всех самых, да, с этим, с пропеллером, шапочкой с пропеллером, да. И я все равно умудряюсь здесь фейлиться. Она прям мою самооценку уничтожает, если честно. Она прям настолько прям примитивная. И как только ты шаг лево, шаг вправо делаешь, тебе сразу какой-нибудь этот подсказка вылезает или еще что-нибудь. Ой. Так, стоп. Веревка ей. Bingo. Now we're in business. Все остальные способы ведут к набутыливанию. А что такое набутыливание, простите? Это то самое, что ли? Ну, про два стула, ну вы поняли. Про то, что нам Дайген обычно рассказывает. Подожди, ну ящик колодец-то кидай. Эй, вот и фак. Нет? Ящик на колесиках посреди заброшенной тюрьмы какой-то или хрен знает чего. Так мило. Можно в колодец? О, можно, ни хрена себе. Холищит. Свобода действий. Эй! Я не вижу ни хрена. А, я нашел! Панамийский кота. Талисман. Точнее, этот подвеску. Страшный, как моя жизнь, холи щита. То самое. Короче, никто из вас эту проблему не обдумывал, я так понимаю, да? Слушайте, а как спрятать труп мы с вами уже обсуждали, да? И, по-моему, если я не ошибаюсь, пришли к выводу, что, наверное, самый этот грамотный вариант будет его просто расчленить и по частям вынести. Или не обсуждали ни хрена? Here we go. Стрим там не проказничает больше, бойс, и со звуком как? Все нормально? Все окей? Все смотрибельно, слушабельно? Мясорубку и смыть в унитаз. Чувак, ты представляешь свой труп через мясорубку нахер? Это не сработает. Но если только у тебя с какого-нибудь мясокомбината дома мясорубки не завалялась, знаешь, индустриальной, на полкомнаты. Ни хрена себе, 3000 IQ, бойс.
Вы видели? А? Вы видели, как Петрович не упал даже в этот раз? Кстати, игра безумно красивая, на удивление. Блин. Wait till Sam hears about this. Не, бывают пролаги, это потому что фреймы раз через раз иногда дропаются. Их совсем чуть-чуть дропается, но, наверное, это хватает для того, чтобы хоть, ну, подфризивало. Onward and upward. У-у-у. Красиво. Я всегда был сторонником все-таки нашей старой доброй варийской Ивановны Крофт. Натаниэль Дрейк замечательный и веселый парень, конечно, но варийска как-то роднее. Ну а круче всех, само собой, Индиана Джонс. Но по нему классных игр не делали никогда. Их делали в 100-500 лет назад, я имею в виду с графоном там. Может быть, когда-нибудь. Кому, кстати, сейчас Индиана Джонс принадлежит? Если Диснея, то никакой игры мы никогда по нему больше не увидим. Потому что там за права, там за использование франшизы такие деньги заломят. А если кому-то другому, то может быть, повезет, как Find the говорится. highest cell. Диснею? Ну все, ГГ тогда. Burns had a nice view before he was executed. Я когда мелкий был, очень сильно любил фильмы с Индианой Джонсом. Я даже новые эти смотрел, которые были так себе, мягко скажем. Но мне все равно, в принципе, зашли на удивление. Ну, мазафака, давай, прыгай! Нейтан, наш секси-бой, ну прыгай, ну пожалуйста, сеньорас, ну, не? А за окошко зацепиться можешь? О, можешь. Ну, а теперь сюда. Да, во, молодец. Hard to believe there were dozens of pirates holed up in here, just waiting to be hanged. Okay, where to? Can barely believe this place is still standing. Spanish sure knew how to build a sturdy prison. Пятую часть снимают с Фордом? Так Форду уже под... сколько ему уже? Лет 80, наверное? Не? Ну, хотя это... Айка, как говорится, подрисуют. Подретушуют. Скоро живые актеры вообще не понадобятся, если честно. Еще лет 5-10 и... можно будет любого рисовать. Хоть фильмы с Чарли Чаплином заново снимать. Изи вообще. Ну, слазь. Ага! Yeesh. I thought the modern prison. Я слишком много текста, я не буду читать. Sorry, boys. Вы знаете, у меня аллергия на сюжет в писюльках. Я не могу себя заставить. Не могу. Не могу просто. Меня аж выворачивает. Анимация? Анимация чего? Что я делаю сейчас вообще? Alright, not gonna lie. А, это типа пазл был, Лель? Анимация движения Дрейка. Ну, бюджет-то у этой игры был хороший в свое время. Прям такой прям добротненький, мягко скажем. Еще бы здесь анимация была дерьмовая. Oh man, Sam is missing out. Ну? Ну? О,
май гад, ну, плиз. Ну, давай, я тебя умоляю. Какого хрена? А выше я не могу, Here we не? go. Burns' cell. Cell? More like a suite. Okay. О, циферки. Where to begin? Что тут написано? 1, 2, 3, 4, 5. Капа, раз, два, три. All these squiggles and scratches must mean something. Нихера себе, он здесь долго просидел. В равно В, I, I. А М равно это 3. Круто, круто. Я так и знал. Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Huh. Well, that's part of the symbol. Ah. There's the other half. Now then. Press That's X more to like fold. it. Ей, 3000 IQ. Боже мой, я на полном серьезе чувствую себя сейчас особенным, прям спешл, прям. Мама говорит, что я особенный. О мой бог. О мой бог. О мой бог. Да. Здесь даже будет как-то стрёмно, если честно, застрять в каком-нибудь пазле. Прям без шуток стрёмно. В Человеке-пауке тогда мне нечего стесняться. Там были сложные паузовые. Чё бы агент тогда не говорил мне, но пазлы были сложные. Он нубас просто. А здесь, ну прям... That's not it. Чё? О-оу. Стрелочка М. Стрелочка это... Это... М это 3. Так, где здесь 3? 3. Not this one either. В смысле? What the fuck? Подожди, другой 3? Nothing. Yeah, I should look at that letter again. Заткнись, Дрейк! Заткнись! Мы не будем на это письмо смотреть. Не быкстить меня, собака. Roman numeral 2. No? Да какая 2? Вон 3 камень. Where's that Sagittarius symbol? Сразу игра быкстит. Говорит, бич, вон, посмотри на знак. Numeral 10. Слушайте, ну они с этим дерьмом, кстати, перегнули палку. Но дали бы игроку хоть немножко потупить. Ну, хоть немножко. Здесь просто автоматический бэкситинг сразу. Типа, о, типа, ты совсем плох. Типа, мы за тебя решим все. Поэтому заткнись, как говорится, это. Roman numeral 10. Nothing. А слышал Дагена на бас? What did that letter say again? Подождите, а может быть это 13? Ну, вместе 10 и 3. А? Чат, как вы думаете? А может быть тупо просто каждый камень проверить? Я не буду смотреть на письмо. Я не буду, Дрейк, смотреть на это письмо. No, no, no. Мы с тобой сами 3000 IQ. And a Roman numeral 2. А, так это 2. Оу. А не 3. Ну ладно, 2. Roman numeral 2. Ah, nope. Did I miss something on the letter? Нет. Нет, мы ничего не пропустили в письме, отстань.
Вот оно. 12. X and II. Видите? 10 плюс 2 равно 12. Easy math. Easy математика, бойс. 3000 IQ. Мне кажется, игра не зря выглядит. Shut up. Shut up. Digna factis recipimus. Кстати, привет, Риповав. Guess this is it. Time to head back. Ну, видите? И без бэкситинга Петрович еще сам решил. 3000 IQ. Петрович детектив. Gotta watch that first step. Вы мной гордитесь сейчас? Надеюсь, что да. Уи. Down we go. А можно в окно вылететь, как вы думаете? Что ты как Петрович-то на веревке? Ну, Нейтан, ну мать твою, о май гад, ну давай! Что происходит, чат? Аж до слез нахер. Ой, боже. Ладно, я понял. Now what? Фух, господи. Как же здесь все заскриптовано просто в хлам. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Кстати, тоже весело. Я сейчас сам себя на веревке косплею, видит Бог. О! О, веревка автоматически замоталась, ни хрена себе. Вот это круть. Ну. Зачем я сюда вообще залез? Чё происходит вообще? Где я? Оу. No! Yeah, let's see Rafe do that. Окей, я так и планировал, да. Ой, блин, аж до слез доржался нахер. There goes my shoulder. Геймплей здесь, конечно, да, для Петровича прям. Но хотя бы визуальная игра красивая. Когда она вышла? В 2016-м, не? В 16-м же, по-моему. Oh crap! No! Ми! Made it. Пока на домашнем. У нас здесь до 31-го типа карантин официально. Поэтому не знаю. Удагенки должны были вроде отменить. Но слава богу, пока на домашнем, пусть лучше на домашнем сидит.
Ну, типа самоизоляция, да, бла-бла. Now we're talking. You made it. What'd you find? Drake? What? Place was Кто сказал, что? If there's a clue hidden up there Плох, я не somewhere, знаю, I кто can это. find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. It could have been another tower that collapsed centuries ago. Yeah. There any plans to this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Он нам так легко поверил? Да ладно. Не может быть. When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Nice acting, Vargas. Almost as good as mine. Pero Lucía, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Господи, какие великосветские господа здесь. Holy shit. Para ti, ¿eh? Jesus, they worked you over good. You all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa. You're not gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. No. We just gotta find Rafe. No, and- Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. Слушайте, я же вспомнил. В этой же игре еще целых 2 женщины было. Одна блондинка, а вторая... Черт знает. Помню, в предыдущих частях они появлялись. А здесь мы что-то со своим братом работаем. Видимо, пока с братом работаем, будет все хорошо, как только кто-нибудь из них появится, так Дрейк умрет. И на этом конец части, наверное. Вот почему я тогда и не купил. Точно, все. Дело закрыто. Точно, наверное. Мать его, точно и мозг подавил все воспоминания об этом. Потому что я тогда багетил, видимо, неистово. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he А let you это into the кто? old prison? Yeah, he did. After. А he ты got the кто? letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Shit. Rafe, if anybody else finds out about this, I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. Что это за хрен с горы? Я первый раз вообще вижу его. Чат, кто это? Ну, стрим идет подольше, чем час. Пришлось его просто стоп-стартнуть, как всегда. Okay, so what do we got? oh shit. Hey, Где он его хранил? Just be careful, okay? Там, где обычно заключенные все хранят. Извините. Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, you're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then Read the inscription. Digna factus recipimus. We receive. we receive the due rewards of our deeds. Look at you. It's a benefit of growing up in a Catholic orphanage.
That's St. Dismas. Yeah, penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. Okay, during the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Подождите, я закрою окно, я не могу, там у людей праздник, музыка какая-то говёная, херачит, вообще полный пипец. Я аж ход собственных мыслей не слышу. Видимо, отмечают, мать его, отмену карантина, сукины дети, блядь. Господи Иисусе. Знаете, кто это? Это здесь мойка под окнами. И там машина на растопашку все двери открыла, дотирают там. И оттуда играет какой-то мерзотнейший шансон, какое-то говно. Господи, зачем музыку включать так, чтобы ее слышал весь квартал? Никогда этого не понимал. Боже мой! Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. You know, I have my doubts about you too, but let's find Чат, Vargas. что это за хрен лощеный? Простите меня уже за грубость речи. Просто я его хоть убей, из предыдущих частей не помню. Откуда его взяли вообще? Didn't know we had so many friends. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! You know what? No hablo Iguanda, señor! No hablo! Ох. Ау! Did you have to pick on the most popular guy in this joint? I didn't hear you volunteer. Guys, save it for later. Я просто жму все кнопки. Просто все кнопки жму, мы вроде побеждаем. Я все думал, ну для кого такие ретардовые игры прям делают? Ну вот рельсовые. А вот оказывается для Петровича-то и делают в 35 лет, самое оно. Ох. Ау, ау, help, help! Так, мы что-то ни хрена не побеждаем. Они не умирают. Комбо. Грязные гринго, мать твою. А хотя не гринго, это мы. Гринго. Ну, чё вы там? Подождите, вы спавнитесь, что ли, с этих автоматов? Или что это такое здесь стоит? А, roll to evade. Тут, оказывается, еще и ролить можно. Вау, бойс, ну все, Dark Souls. Да какого хрена? Вот и фак! Так, чат, я умираю. Блин, эти люди все из адамантия сделаны, видит бог. Мы проиграли? Ой. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Are you bringing in contraband? Vargas. ¡Cállate! Who do you think you are? Llévalo a su celda. Trae los gringos a mi oficina. В играх нужно новых персонажей, но я-то думал, что, может, это старый персонаж, я просто его не помню. Déjennos.
took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? What can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Funny. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate? Fine, stop acting like a third world thug. Put the gun away. Да заберите у него пушку. Господи, еще делиться с этой жирной жопой. Thank you. We're willing to give you 10%. Think half. We're doing most of the work, 20. And you'd never find it without it. Кроме того, вообще, что с ним торгуется? Как только мы из этой тюрьмы выйдем, ну как бы мы же его больше в жизни никогда не увидим. Я вообще не могу понять. Да хоть 90% бы ему наобещали. 25 equals. 25. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Sure. I mean, 400 million divides nicely by 4. Фреймы опять, мать твою. Так, подождите, я уменьшу битрейт. Ёб твою мать. Посмотрим, так пойдет, не. Где Зельда? С Зельдой пока перерыв. Надо розетовать. Разбавить. And if you ever cross me Воу. Вот и договорились. Are you out of your goddamn mind? You want to find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. Come on. Come on! Ну ладно, зато делиться не надо. Ай, стоп. The lighthouse. Vargas said the boat is... Я хочу посмотреть, может быть здесь что-то найти можно, не? What the fuck? Damn it. Слушайте, ну эта игра, если честно, мне прям нравится. Она прям для совсем спешл детей сделана, да? И она прям смешная. Она настолько временами плохая, что прям хорошая. Ну и внешне красиво выглядит хотя бы. Как минимум. Так, подождите, я посмотрю, что у вас в кабинете просто. Я заблудился, только не убивай меня, игра, no! Я застрял в стене, о май гад! God damn it. Честно сознаться, я прям пока фан получаю. Ой. Ладно, будем бежать. The window. Nathan, give me a hand. Нет. Почему здесь снег кто-то разлил? Hurry up! Now! There, it's open. Got it. Let's go! I don't see the lighthouse. Right now, let's just get away from the car. Come this way. Давайте третьего тоже потеряем по дороге. Мне он не нравится. Through here. Keep going. Watch yourself. Мик новый, звук другой. Нет, звук тот же. Мик тот же. А чё, хреновый звук, не? Плохо слышно? Oh, crap. Хорошо, что этот автомат стреляет этими поролоновыми патронами. Правда ведь сейчас? Удобно. Nathan, you still there? Right behind you. Keep going. Все окей? Damn it. It's locked. Ну, открывай! Слушайте, это игра одно большое сплошное кинцо-мыльцо, по сути дела. Fire escape. Nathan, get me up there. Тут геймплея вообще минимум. Самое оно, бойс, пофанимся.
кажется. Может быть, я давненько не слышал просто. Ну ё-моё, Дрейк, а! Вот жрать-то надо было меньше пончиков-то. О, господи, ну сейчас меня бить будут. А почему они меня решили бить? У них же оружие должно быть, по идее. Или так веселее? Ну ладно, будем считать, что это плод армор. Вот, сука! Как его там? Пиндеха! All right, we need to catch up with Rafe. Quickly. I thought you trusted him. I do. What point? Ну что ты один этот ящик не можешь подвинуть, господи. Что, до конца обязательно надо, да? Not if we're quick. Come on. After you. They're everywhere. Fine, just keep going. Okay, looks clear. God damn it, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. After this, let's stay out of prisons for a while, huh? Даниэль, ты-то сегодня стримишь, не? Тебя хостить потом или не? Oh shit! Guard! Amigo. Right. Good to see you. Take down that ladder for us. We're close. There's the lighthouse. Like I said, stick to the plan. I don't celebrate yet. Что? Что произошло только что? Close. There's the lighthouse. Like I said, stick to the plan. I don't А, celebrate yet. понятно, сюда не нужно было, ясно. Я... Упс. В каком году игра-то вышла? 4 года же, по-моему. В 2016-м, не, бойс? Кто-нибудь в курсе? Find us. There it is. Come on. And don't drop the cross. Ну мы со стримом, кстати, разобрались. Все, качество картинки смотрибельное, звук нормальный. Вроде не должно, кстати, больше вообще ничего дропать. Каждый раз, господи, на протяжении уже 12 лет почти, каждый божий стрим у нас начинается с техника difficulty, все дела. Ого. No. No. А! Hold on. Sam. Me your other arm. Один единственный настоящий автомат на всю тюрьму нашелся. Беспроводных патронов. We got him. А! He's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No. No, I can't. Can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Этот мужик редкостный пиздюк. А Рейф этот или как его? Он небось еще под конец злодеем стоит главным. Oh God, no. No. Okay, gotta get out of here. Sam. Не вижу ни хрена. Ну чат, ну press F to pay respects, как говорится, нашему бедному Сэму. А, подождите, это все был пролог сраный туториальный? Я там уже 3 раза успел умереть? Или сколько, 4? Ох! Ох, чат нас ждет свои приключения, я чувствую. Ой, приключения.
О, бронированные мужики, точно. Вон они. Даже в картинке здесь есть. О, я помню Шамбалу, я помню синюю эту жишку. И мужик, который ее нажрался, кидал меня какими-то этими фаерболами синими. Точно, точно. Я уж не помню в какой части, но мы играли в нее. А это еще кто такая нахрен? «15 лет? Нихера себе. Alright. Made it to the bottom. Okay. According to your signal, you're at the coordinates. Any sign of our haul? No. Not yet, anyway. You got any pings from up there? Afraid not. Alright. I'll just keep heading downstream. Copy that. Keep me posted. You got it. Вау, красиво. Красиво. I might watch you down to a quarter tank. You wanna come up? Nah, I'll be fine. Can't be far. If you don't find it soon, I'm calling it. I'll find it. Alright. Мам, можно сразу спать? Come on, Nate. What are you doing? Твою мать, рельсы пипец. Вообще, ни шагу, как говорится, ни вправо, ни влево, ни шагу не дают. Но можно хотя бы здесь по дну поползать, не? Не всплывая. Или тоже нельзя, нихера. Чат, ну вы фанитесь хоть немного, не? Как вам игра-то заходит? Или так себе? Или Зельда лучше все-таки была? Я к Зельде, думаю, мы вернемся, все равно заниматься 2 месяца нечем. Буквально до, по-моему, июля или июня там конца, я уж не знаю. Вообще ни хера не выходит. Вообще не знаю, что играть сейчас. Я уж грешным делом подумываю этот. Как этот, блин, игра-то называлась-то, господи? Star Ocean. Я вот Star Ocean в свое время ни разу не играл. Ни в одну из частей. Я грешным делом подумываю, может, что-нибудь купить. Посмотреть. Может быть, это не так уж и плоха. В свое время достаточно популярная серия игр была. Но закончила свое существование, по-моему, на мобилках или черти знает где. И все. И конец. Но она долго прожила. На удивление. Hey, I got something here. What is it? No rust, bright color. Maybe it hit the rocks, tore off before tumbling. Hey, you're mumbling. Sorry. It looks like a piece of our wreck. Must be close by. Фана не? Никакого фана. Но я понимаю, что фан запрещен в играх и все дела, но я имею в виду, что, ну, может быть, ну, типа, это... Не? Ты, Дэниэль, мне так и не написал, ты стримить-то будешь сегодня или нет? There you are. I found it. All right. How's it look? It's beat up, but intact. Выглядит так, как будто бы Росомаха здесь он ковырял там. Well, the axles are in good shape. I'd say we use them to lift the whole thing. Sounds like a plan. А с кем мы сейчас вообще разговариваем? Мы теперь вместо своего родного брата работаем с тем придурком? Все 15 лет? Подождите, так Дрейку тогда уже должно быть сколько? Под полтинник здесь? Holy shit. All right, here we go. There. Будешь? Но я тебя потом захочу, если что.
Morning, fellas. All right, I'm in. Looks like a lot of Ты it's сегодня, наверное, уже добьешь игру, я так полагаю. See, we got 1, 2, 3, 5, 6. Okay, by my count, we're shy 2 crates. I'm gonna go round them up. Hold on. 1080, а мне наоборот сегодня пришлось битрейт скинуть. У меня 1080 никакого этого. Ha! Found one. Блин, господи, 20 раз опять нажать треугольник. Я сегодня себе треугольник в этой игре сломаю, честное слово. Tell you what, secure the other crate first, then we'll lift the trailer up for you. You see, that's why you get paid the big bucks. Yeah. А нет, Джеймсон какой-то. Что это за Джеймсон? Ну, сказал другой ящик secure. Если другой ящик, то вот он. Нет? Ну все, пазл тайм, бойс. Сложнейший пазл. Crate wouldn't have drifted this far. Где этот сраный ящик, ё-моё? Found the other crate. One down, one to go. Secure it in the trailer. We're nearly А, Демонов Хейтрит. О, я про него просто уже забыл. У меня мозг все воспоминания об этом создании подавил. Но я его уже с ним уже лично не воевал, я уже дропнул к тому времени игру. Remember, only thing I want to recover from that riverbed is that trailer. В смысле, Вовар? Плыви давай! Come on, Nate, focus. Подожди, разве мы не должны его вверх поднять один ящик хотя бы, нет? Ну, видимо, не должны. А что мы с ним должны сделать, простите, я прослушал вообще. Может, сюда его кинуть? А, подождите, может быть, его нужно в эту, в общую коробку положить, точно. All right, that's one crate secure. Good timing. We're right above you. Sling's on its way down. Как вы думаете, что в этих ящиках, чат? Мне кажется, там хентай. Тяжелый. Okay, it's in position. Look up the trailer. We'll raise it up a bit for you. У Петровича хорошие игры закончились. Тонко-тонко. Так тонко, что даже толсто. Okay, got the cable. Gonna try looping it around one of the axes. That should work. Yeah. Ну? Мне вручную нужно его заматывать? Блин, а you fucking serious, твою мать? Alright, that's one. Alright, you watch your oxygen now. That's fine. И здесь тоже, так я не пролезу. А, я пролез? О-о-о. And that's two. Okay, trailer secure, ready to go. Alright, get clear. We'll lift it up. Ready Ну, when you are. поднимай. And up we go. Ей. Okay, that enough? Yeah, plenty. Just don't drop it on me. No promises. Okay, I got the other crate. I'm gonna strap it in with the others. Нормально. Кинцо-мальцо. Пофанимся немного.
К Зельде потом вернемся. Все равно у нас очень много времени свободного сейчас. Релизов никаких не предвидится. А заниматься нечем. There you go. Не, я точно к концу игры разломаю себе треугольник. Здесь все на треугольник. All cargo present and accounted for. And with 5 minutes of oxygen to spare. Jesus. Hey, maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Nah, I'm good. Wanna ride up? I'd love one. Let me know when you're on the sling. Да, так все-таки можно другие сокровища поискать. Ну, я не знаю. Коллектаблс опять собирать. Это... Конечно, можно в целом, но не очень хочется, если честно. Больше всего в играх терпеть не могу вот эти вот бесполезные коллектаблс. Прям, которые не дают ничего вам в игровом процессе, там... Ни грейдов, никаких, ни бафов, ни оружия, ни хрена. Но вам приходится их типа собирать ради ачивок или еще ради какой-нибудь херни. О. Эх. Хуже только этот лор истории в разбросанных писюльках. Не озвученные, ничего, просто разбросанные писюльки. Ну вы знаете, как иногда делают. Ладно, поехали. Отсюда. Okay, I'm in position. Get me out of here, will you? You got it. Going up. Look at that beauty. How you feeling? Так мы посреди города ныряем, оказывается. Блин, я думал, мы где-нибудь в джунглях. All right. We're gonna come to you. Hang on. Hang on. Какое чистое озеро посреди города, это удивительно. What's up, boys? Кстати, на Натаниэлю нашему реально должно быть здесь под полтос. Я хочу на его лицо посмотреть, как он сохранился. Ну, снимай маску, родной. Вообще не поменялся. За 15 лет никак. Вот это я понимаю. Но будем считать, что это артефакт какой-нибудь, наверное, работает или еще что-нибудь. Here you go. Thanks. Whoa, this tank's kind of light. I'm just making your job easier, right? Потому что он спортом. Мыльцо соснули, замулило морщины. Ой, ну не начинай. Gotta say that wasn't the slowest dive I've ever sat through. Hold on, is that a compliment? Because I'm stunned. Nah, you know what's stunning? Your smell. О-хо-хо-хо. I don't know, man. I kind of like it. Reminds me of your mom. О, nice. I'm gonna tell her you said that too. Nice. Nice. Шутки про мамок. Ой. Government's like 10 years behind. Let's wrap this up later. My hero. Come on, let's go see what you brought us. Hey, so how about you let someone else be point man next time? You've earned a break. Чат, но вы же все этого ждали момента, ведь правда? Хотя водолазный костюм могли бы сделать и более облегающим. Ладно, сори, это ужасно, это ужасно. Let's see here now. Care to do the honors?
В смысле дроп? 2 месяца делать нехер. Я вернусь к ней. Я хочу просто разбавить немного. Я уже переиграл в нее. Yeah, sure. Thanks. Ничего не дропал я. Как минимум, хотя бы верблюда мы точно там 100% убьем. А дальше уж я посмотрю. Ну и что там в ящиках? Ну-ка. Это, блин, медная проволока сраная. Client's paying good money for the full cover. Sure you don't want to just melt it down, make some pennies? Come on, let's go celebrate. First round's on me. Bar hopping with you guys? Чё медная проволока сраная, правда дорогая, что ли? It's all the same to you. I think I'm just gonna do the paperwork and get home and crash. Rain check though? All right, suit yourself. Hey, good work today. Thanks. Так, а что здесь сейчас происходит? Домой? Дрейк, что ли, все, как говорится? Шорты искателя приключений повесил на гвоздь. Мы теперь, что ли, все? Легальной работой обзавелись? Домой идем? Он еще, не дай бог, здесь женился, что ли? О май гад. О май гад, please no. Только еще не на той блондинистой. Ага, что там? Got a present for you. What's this? Got some news from my contact about that wreck off the coast of Malaysia. Oh no. The ship's intact. Yeah? Cargo's right for the picking. You are a persistent one, I'll give you that. And all the money came through for the equipment too. We are all set. Except my best guy. The guy I trust for the job, the only one. He's got cold feet. My feet were never warm to begin with. And tell me, this contact of yours? You get the permits? No, he did not get the permits. Can't no one get the damn permits. Of course not. But Nate, don't you see that works in our favor? No permits means no competition. Раньше Петра был лица стримером, а теперь дроп стримером. Shut the fuck up. The ship is ours. No permits means no go. Nate, this is retirement money for the both of us, okay? I don't know about you, but I don't want to be working salvage when I'm 60. Do you? Sure beats prison. No. Listen, I have to pass. And trust me, so should you. Okay, just take it with you. Humor me. I'm not gonna change my mind. No, then don't hurt to sleep on it. Does it? Say hi to Carla and the kids for me, okay? All right. No pressure, Nate. But think about it. Я не виноват, что в последнее время игры говнище, ё-моё. Мы проходим по 10, по 8 часов стримим, если игра интересная. От и до. Не начинайте только, чат, не багетьте меня раньше времени, а. К Зельде я вернусь! Shut up! 4 раза уже за сегодня сказал. You really did your homework on this one. Narrow down the search area. Чё нам? Would make a hell of a find. Son of a bitch. No way. You are going with the others. Слушайте, ну точно все. Работа, дом, семья, как говорится, дети. Господи Иисусе. Точно. Все, он даже от приключений отказался. Это что такое? Climbed your big brother some years back. Знакомая статуэтка, кстати. Это, кстати, по-моему, босс был, не? Он как раз говорит файт. А, это комната, короче, это, понятно, былых приключений. Здесь у нас все воспоминания о всех наших этих собраны, понятно. Spanish doubloon found in a German U-boat in the middle of a jungle. Who would have thunk? Так вот, почему эта серия-то закончилась. Потому что, грубо говоря, наш ненаглядный Натаниэль вышел на пенсию. Вот оно чё. Sir Francis and his elaborate puzzles. Даже как-то грустно, если честно. So many
men killed each other for a piece of this. О, это я помню, это в Шамбале в этой хреновой было, да? Вот это синяя, фиолетовая, бирюзовая дрянь. Мужик ее тогда нажрался, стал типа бессмертным и фаерболом меня из рук кидался. Я помню, ужасный босс-баттл был, я от него бегал кругами, это был кошмар ночной. Shambhala. Я третью часть практически ни хрена не помню. Помню самолет, помню усатого мужика. Салли его звали. И помню, что мне третья часть пипец как не понравилась. Она была ужасная, она мне прям вообще не зашла. Я прям ее... Видимо, поэтому у меня тоже воспоминаний о ней никаких не осталось. Чё там? Чё там, Рид? Aufstieg, haben auf мою доценение, Nothing major, but enough to keep the heat on the wine stack. Content of something that sounded right up your alley. Should you ever change your mind, give me yo. I'm always on head for quick away. Лав, хвоя, ой, хвоя, фу. Не знаю, кто это, но уже фу. Уже фу. Not really my style anymore. Серия закончилась, потому что ГГ был... Ну, ты знаешь... Вообще, на самом деле, ты, наверное, и прав теперь. Скорее всего, наверное, так и было. А, пистолет! Ни хрена себе пистолет, как будто бы из... Да. Видимо, жизнь без приключений что-то совсем не идет. Ни хрена себе, я тоже себе такой хочу классный игрушечный пистолет, он охрененный. А во что только стрелять? Кио! Ко! Ко! Оу! Right. Eat plastic. За это ачивку, серьезно? Ой, really? Yeah, I'll be right there. То есть мне даже с пистолетом с игрушечным нельзя здесь поиграться, меня уже зовут есть. Слушайте, семейная жизнь прям Сакс Дикс. Прям. Playtime's over. Можно с собой взять? Нет. Ну, посмотрим. Я помню, там была две леди, помню, в предыдущих частях. Одна блондинистая, которая мне ужасно не нравилась. Она очень неприятная леди была. И вторая темненькая, которая более-менее адекватная была. И вот интересно, какую же Натаниэль Дрейк выбрал? Ну-ка, ну-ка. Кто же у нас тут в женах-то? Кто же не дает нам больше приключениями заниматься? Кстати, ё-моё, но она же знала вообще, на ком женится. Точнее, за кого замуж выходит. Ё-моё, как можно его потом не пускать на приключения? То есть, ну это какой-то аутизм, мать его. В задницу такой брак. Я ж начинаю багетить. Как будто бы я женился. Прямо аж что-то аж... Не для того мы там воевали столько лет нахрен, во всяких шамбулах, во всякой хрени, чтобы вот так вот все закончилось. Ну кто там? Ну покажи мне. Ну конечно же, та, которая мне не нравилась. Блах! Конечно же. Ну конечно. Ну вот почему я скипнул эту игру. Потому что Дрейк-то здесь погиб буквально. Слушайте, даже бы его героическая смерть была бы как бы более... Ну... Более хорошо встречена мной, что ли, если ну, так можно выразиться, чем вот это вот, чем то, что вот здесь происходит. Только не говори мне, что ты еще детей завел. Еще и детей, небось, завел стопудово. Что-то в доме столько вещей. Один сплошной бардак в каждой комнате. Holy shit.
Не положено, Дайген. Ты типа взрослый мужик, у тебя это... Пестиком теперь больше нельзя играться. You were up there a long time. Oh, is that what we're calling it these days? Бэ! Чат, ну будем вот реалистами, будем реалистами. Если кто-то, у кого-то хорошая память и кто-то более-менее хорошо эту леди помнит, она вам когда-нибудь нравилась? Но мы встречали же ее в предыдущих частях, она же невыносимой была. Хелен это, мать твою, или как ее там? Ноги убери со стола, сволочь. Фу. Терпеть ее не могу. Сори, чат. Может быть, кому-то она и нравилась, но я аж... Ой, там содовая. Возьми содовую. Или давай певца вернем. Не знаю, не знаю. There we go. Не время, да, агент, ты уже давно со своим пестиком не играешься. У тебя его и не было никогда. Подождите, это и есть обед? Что там, овсяные хлопья навороченные с фруктами? Вау. Вау. Ради этого, Натаниэль, ты распрощался со своими этими приключениями? Вот ради этого? Done. Okay. Oh. Finish it? Yeah. Oh. You know, it's probably too long and full of typos, but that's what editors are for, right? God, I'm starving. It looks good. Mm-hmm. Joe, how was your day? What? Hmm? Got none of that. Oh, sorry. I'm sorry. How was your day? Oh, it was fine. Mm-hmm. Typical day in paradise. Mm-hmm. I got to pull a bunch of garbage out of a river. Mm. Yes. At least you got to go for a swim. Did you find any exciting garbage? Сейчас, я вам сюжет уже предскажу. Я сюжет предскажу. Я прям чувствую, бойс. Сейчас она случайно увидит у него этот листок и скажет: Натаниэль! Ах ты сукин сын! Как ты можешь? Ты опять свои сраные приключения влазишь! А как же я? А как же семья? Выбирай! Или приключения, или я бич! Грязный мужлан! Уверен, что так и будет. Вот смотрите, сейчас так и будет. Early 21st century truck we got. Apparently the natives called it a semi. Oh dear Lord. So, boring stuff. Tell me about the article. Well, it started out as this fluff piece about tourism in Bangkok, but I don't think the magazine is gonna like the angle that I'm taking because everyone immediately commented about how rude the smog was, that it was like shock to the lungs, like the second that you got off the plane. So kind of took this U-turn. Бедный Дрейка. Приключения, видите, хочет. А она ему здесь трендит про смог. Отстой. Ah. What? Where are you? I'm in here, being stabbed with a fork. Oh, really? What? Just keep going. It was interesting. Oh. Very interesting. Interesting. What's my article about? Что? What? This one? Про смог. Полеты в Бангкок? Полеты. Flights in Bangkok that are having troubles with them because the smog and they. О, смог, точно. Мы угадали. Wow. I'm sorry. No, it was Valiant. I was in the ballpark, right? In a different state, but yeah, you were in a ballpark. Jameson asked you about that Malaysia job again. Ну все, сейчас началось. Скандал. Вот оно, чат, я так и знал. You know what? I don't want it. Really? I mean, he doesn't have the permits. And we agreed we're not going to take that kind of work anymore. It's just not worth it. It doesn't sound that risky. All right? If it's just a permit. No way. You could call Sullivan.
You haven't Подождите, seen она him. его отпускает? Well, could we please Подождите, drop мой this? сюжет Okay, только I что just don't want you to разбился? not take it because of me. I'm not taking it because of me, okay? А нет, скандал. Не, скандал. I appreciate the gesture. It's just... I'm gonna go ahead and do the dishes. No, stop, I'll do them. No, You hold did on. them last night. No, you cooked. I cleaned. It's fine. I mean, at least, let me try to earn it or something. Let me, play you for it. You'll play me for Yeah, it? yeah, your little TV game thing. I bet I can beat your high score. You think that you can beat my high score on my TV game thing? Yeah, I think you're scared now. You don't even know what it's called. I don't need to know what it's called. I've seen you О, play. It's jumping. не, я не хочу, не, блин. Chicken? Is it a bet? Oh, wow. Okay, cowboy. А, это PS1, вау! Ну, поехали. Что там у нас? Metal Gear, надеюсь? Если Crash Bandicoot с первой PlayStation зафейлились в первые же 3 секунды. Ну, просто Naughty Dog, что у них еще было? Crash Bandicoot, по-моему, только. И я помню, Crash Bandicoot был зубодробительнейший сложный. Первые 2 части были просто невыносимы. Третья еще играбельная была, но первые 2, и это пиздец, это Crash Bandicoot ГГВП. Мы проиграли. No, just how do you make it go? Push the start button. I knew that. All right. I got it. Okay, so you want to run towards the camera. Run to the camera. Got it. А, стиков нет? Серьезно? Стиков нет? Are you fucking serious? Был же в первом DualShock'е стик. You'll want to jump over all the pits and the obstacles. Come on, that's like my thing. Okay, run away from the boulder. Why is the Блин, я boulder помню этот chasing me? сраный камень, мать твою, я помню. Это камера, господи, это ночной кошмар. Okay, you got it. There you go. What is that thing? A fox? A bandicoot. Looks like a fox. It's like a fox in jeans. Okay. Fuck! Smashing crates. Bandicoot, and that's just, it's what he does. It's a fox, and it's not very realistic. Подождите, Бендикут это не его имя, мать твою? Это зверек на самом деле такой есть? Я 30 лет прожил, не знал, holy shit! Серьезно, чат? О май гад! Sure they don't wear sneakers. These graphics are pretty good. Shut up. Use your spin attack. Which button? Circle spin attack. Какой спин-атак? Что ты мне советуешь? Nice. Right? Okay, grab the fruit. Нет. What does the fruit do? 100 gives you an extra. Oh, that had to hurt. It did, probably. Блин, ну это, в свое оправдание я хочу сказать, что крестовине я не прикасался уже 15 лет, наверное. That was not too bad. Why is he stealing all this fruit? Foxes do not need fruit. He's not stealing, he's collecting. Well, it's not his, and that's called Блин, Дрейк, почему ты такая нудная жопа? Сиди, играй и заткнись, ты меня отвлекаешь! talking smack. Stay focused. Jump, jump. Stop yelling. Ну что, мы выиграли? Нет, мы моем посуду. Чат, это вы во всем виноваты. What? Is that it? You asked for it. Oh, you gotta be kidding me. I practically had it. You can give it another shot. Come on, double or nothing. My car could really use a good cleaning. Really? You gonna start the smack talk There's now? this mode called easy mode. I just switch it. It's way easier on Just easy keep mode. talking. Keep talking. What are you gonna do? I'm warning What are you. you gonna do? I'm warning In you. real life, what Hey, can you do? I'm Show telling me. you. What can you I'm do telling in you. real life? What do you think about that? Huh? К черту вас. И к черту ваше счастье. Сидят здесь, улыбаются, вжимаются. Сукины дети. Омерзительно. Не могу на это смотреть. Really? Сори, ладно. Это, наверное, не очень удачная шутка была.
Не знаю, как вы, чат, а я не люблю на счастливых людей смотреть. В задницу их. Я думаю, Даген меня поймет. Завидуешь? Нет. Мне не нравится его выбор. Эта леди мне никогда не нравилась, она ужасная. Yeah, can I help you? Брат откинулся. Как нашел нас нахрен? Вот брат, кстати, постарел. Но хотя 15 лет в панамской тюрьме, видимо, сделали свое дело. Sam? It's good to see you again, Nathan. God, Sam. Oh, all right. Take it easy. Take it easy. How? I thought you... I saw you get shot. Yes, you did. Right there. Jesus. Well, the doctors, they patched me up and they tossed me right back into the cell. Yeah, but I made calls. I checked everywhere. Everything I heard, everything I found, it all confirmed you were dead. Nathan, we killed a guard. Okay, so they wanted to see me rot in that cell for the rest of my life, and I nearly did. Jesus, Sam, man, if I had known, I swear to you, I would have come back. Come back. I know, Nathan. I know. What's important now, though, is that I'm out. Интересно, а как он аут-то, а? Если так вот все дело-то. Hey, you still with me? Need some air. You're not gonna pass out on me or nothing, are you? I just might. It's a lot to digest, you know? But how did you get out? When did you get out? How'd you even get here? Find me? All right. Slow down. Okay? Have a seat. I want to hear about you. Huh? Me? Yeah. What's to tell? Well, call some of your old contacts. Tell me some pretty crazy-ass stories. Jeez, what crazy stories? Got shot, hanging from a derailed train in the Himalayas. Yeah, that actually happened. Come on, man, what did I miss? А, я помню этот вагон. Я с него навернулся, кстати, в первые 10 секунд игры. Я помню. Я нашел Эльдорадо. Do you remember the theory that we had that Sir Francis Drake faked his own death? Yeah, sure. Okay, he did. I found the coffin. Off the coast of Panama? Yeah. All right, now get this. Okay, I open it up, right? And there's no body. But the bottom is his old journal. Are you shitting me? I mean, what can I say? Another lost city destroyed, and we made it out alive. Barely. Unbelievable. Yeah, it was. I wish you could have been there. No, it's literally unbelievable. You tell me you stumble upon yet another archaeological gold mine, and somehow you manage to walk away with nothing. Да, кстати, мы ни в одной части ни копейки не заработали. But, you know, I managed to grab a few trinkets here and there. Paid off the car, the house, engagement ring, I'm married. I can't believe... Elena, from the stories, that's my wife. You gotta come meet her. Tonight, dinner, at my place. You're coming to dinner. I can tell her all about you. Сейчас будет еще один скандал. Это типа сказать, ты своего брата Зека притащил к нам ужинать. Ну вы поняли. Я уверен. Если он согласится, конечно. I'm in a lot of trouble here. What? What are you talking about? What kind of trouble? Does the name Hector Alcazar ring a bell with you? Yeah. Нет. The drug lord. Butcher of Panama, right? Why? It's a funny story, but last year he was my cellmate. So this is how I got out of prison. Ой, какая разница? Панама далеко, ё-моё.
Плевать вообще. Ну понятно, короче, ясно, как он вышел, пообещав сокровище или часть сокровища этому Гербенджермебеху. Samuel, come here. Listen. The guards. They're singing. Well, they're probably drunk. Perhaps. But they are content. How can they be content with their small lives? Their miserable jobs? I mean, they have wives to go home to. What do we got? Huh? No offense. We have ambition. Oh. And when we get out of here, that ambition will take us to places these idiots cannot even imagine. Yeah, well, amen to your optimism. What will you do when you get out, Samuel? That's if I get out of here. I'm sure you can imagine. I can. But I want to hear you say it. I will find the greatest pirate treasure of all time, which I am sure you are sick of hearing about by now. Oh, no. The tale of Henry Avery and his 400 million in jewels and gold has become a sweet lullaby for me. Do you really think you can find it? Given the opportunity? Absolutely. Ambition. What is that Avery quote? I am a man of fortune, and I must seek my fortune. I like how he thinks. What the hell was that? The opportunity of a lifetime. О, здравствуйте, это игроки в CSGO, они как бы пришли здесь откуда-то. Samuel, are you ready to seek your fortune? Да. Yeah. Vámonos. А, мне нужно играть? Блин, я думал, будет заставка. Фак. Я уже что-то расслабился, знаете, так это думаю, сейчас все. Знаешь, что делать в тюрьме? Не знаю, спросил Дайгена, он в курсе. Он про это все знает. Samuel, keep up. We're going to have to move quickly. Holy shit. Ocúpate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Ух. These men are sadistic. We're doing the world a favor, huh? Вообще, в какой-то степени я даже поддерживаю, потому что, да, охранники здесь совсем на голову отбитые. You remember how to use it? Yeah, it'll come back to me. Abran todas las puertas. Hector, you do that, and you'll start a goddamn riot. Exactly. Háganlo. Stay close, Samuel. В тюрьме маски делают. А мне нужно стрелять, или как вы думаете, или не нужно? Просто у них бесконечные патроны, а у меня конечные, я думаю... Ха, можно и не стрелять, кстати. Not bad, not bad. Вот это геймплей. Вот это геймплей, бойс, а? Ау, 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 ау. Ну вы давайте там, кейсеры, разбирайтесь. Интересно, они убьют его или это скрипты, а? Как вы думаете? Или не убьют? Ха, мне прям любопытно. О, ни хрена себе, они это сделали! Воу! Что, чат, как дела? Но они же ну, бессмертные же наши вот эти NPC-то, правда ведь? Найс, найс, вот дело пошло. Вот это я понимаю хардкор.
Ладно, я один раз даже выстрелил. О, фак, no! А! Ладно, не буду, не очень-то и хотелось. Может быть, кстати, за это даже ачивку дадут. Yeah, I see. So now what? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, get behind something. What? Why? Just do it. Oh. Are you all right? Yeah. Yeah, I'm fine. Estamos bien. Las camionetas están en camino. Muy bien. Почему у мексиканцев перевернутый знак вопроса? Он меня беспокоит все время, кстати, если честно сознаться. Он меня прям триггерит. Я не знаю почему. Мне кажется, это как-то неправильно. Он говорит, факов! Спасибо, сэр. Обратите внимание, кстати, здесь название оружия, черти знает какое. Это чтобы не платить за торговые марки оружия. Ну, как обычно. Сэр, сзади вас мужик с автоматом, сэр. А как мне перезарядить пистолет-то? О. Let's do this. Что-то их там много, наверное, наши не справятся. Придется им помочь, иначе мы здесь будем год сидеть. Ау! Какого хрена такой дэмэдж? Изи. Блин, это правда изи было. Черт побери, я вообще в этой игре не потею. И никакого негатива пока не испытываю абсолютно. Это поразительно. Давненько такого не было. О, no! No! Кто там? Кто там? Чат, где стреляют? О мой бог! О мой бог! Hold! Держу. Что это? Кто стреляет? Чувствую себя как NPC. Один в один. Петрович тут... Господи. Эй! О мой бог, мы сейчас умрем. Samuel, stay back. Спокойно, я все зачищу сейчас сам. Мне нужно стендбэк. Петрович что тебя сделает? Holy shit. Резко просаживается игра, когда Хаммеру... Так не помогло? Не помог, что ли, стоп-старт? Ну, может быть, да, было сегодня, но это было даже не в стриме проблема, а, по-моему, ПК не переваривает. Ну, я могу кое-что сделать. Подождите, сейчас сделаем.
Сейчас, подождите, бойс, сейчас. Ну и перерыв заодно сделаем. Я просто закрою чертов холл с 50 вкладками и думаю, думаю, это все проблемы решит. Черт, чуть-чуть не дотянули, чуть-чуть. Упс. Да все будет нормально. Кстати, откуда здесь столько охранников? Прям holy shit. А, так эта вышка чертова по скриптам должна была взорваться. Я раньше времени побежал, да? Ну, как всегда. Поторопились, босс. Поторопились. Подождите, у него там базука? С чего ты стреляешь там? Но это было изи. Ну, сейчас он нам скажет, ищи сокровища, собака. И все, его сюда приносили, мы тебя зарежем. Хотя, с другой стороны, как только с Панамы уезжаешь, в принципе, можно забить на него. В другую сторону-то он за тобой все равно не приедет. What's next for Samuel Drake? Jesus, what is next? I'm gonna take a bath. I'm gonna sleep on a real bed. Maybe find a nice warm body to sleep next to me. Track my brother down. Seems like a pretty good start. It is. So, how long do you think it will take for you to retrieve Avery's treasure? I don't know. I mean, I get back to the States, I can resume my search. How long? It's kind of hard to say until I get started. You said you know where it is. Yeah, I do, okay? But listen, it's not like Avery left some map with a big red X on it, okay? But I've got some very solid leads. Oh, okay. Uh-oh. Just wait a minute. Hey, take it easy. I like you, Samuel. More importantly, I believed you. That is why you were here. I can get it, okay? I just need some time. Dame un cuchillo. You see, the problem is, I'm having all of these doubts into my mind. Hector, listen to me. I will find it. I swear. How long? 6 months. People are lazy. They always ask for more time than they actually need. 3 months. 3 months is 3 months. Half the treasure. Can you do it? Say it. 3 months. Half the treasure. Если он сейчас в Штаты отправляется, ну как какой-то хер с Панамы в Штатах до него вообще каким-то боком может дотянуться? Я не понимаю. Опять-таки, можно было набрехать ему хоть 90% этого сокровища. Вообще плевать.
Ну ладно, будем считать, что хреновый сторирайтинг. Now, if you run, or try to hide the treasure, Мгм. do something really stupid, like go to the authorities. Ага, тогда что? And when you least expect it, I will be there. At that point, death is not a mercy I will grant you. Тоже мне. Ну так он наркобарон-то хер пойми какой. Ну чё он в развитой этой стране? Будет покататься по улицам там с автоматами размахивать его за минуту через 3 секунды, ё-моё. Ну, грубо говоря. Vamos. When I find it. Then what? Don't worry. When the time comes, I'll be there to collect. Buena suerte, Samuel. Но он обещал лично, видишь, там... ну, не знаю. Я не знаю, короче. Here we are. This is bad. We just pick up the trail where we left off. And... Wait, trail? Sam, there's no trail. After Rafe and I escaped, he took his parents' fortune and bought up all the land around St. Dismas Cathedral. We combed that place for weeks. Avery's treasure isn't there. Not that that stopped Rafe. The moron's been digging for years, still hasn't turned up squat. Not really surprised. What does that mean? I just, you know, happened to do a little digging of my own. And, I bet you Rafe doesn't have this. Я так и знал, что Рейв будет Amazing наш what you can конкурент. find on the internet these days. It's just the St. Dismas cross. Oh, is it? Because the one we found was broken and hollow, remember? Holy crap, it's still intact. Avery made more than one cross. So whatever's missing from the one in Panama is probably still inside this one. Well, all right. Well, where is this? Oh, this exquisite piece is going up for auction in 3 days at the Rossi estate. The Rossi estate? Oh, you know it. Yeah. And how do you plan on securing an invite to an exclusive, heavily guarded black market auction? Well, you don't necessarily need an invitation, per se. Huh? Yeah. And where are you gonna get the money to outbid all the high rollers? I could take a second mortgage out on my house, and it still wouldn't be enough to... Yeah, you're gonna try and steal it, huh? No. We are. Oh, no. Классическая история. Пропавший родственник возвращается и заманивает тебя, либо, как говорится, в финансовую пирамиду, либо вот толкает на преступление и воровство. I don't know, like, anybody, Charlie Cutter. No. No, he's my go-to guy for this sort of thing. Absolutely not. I don't trust Charlie or anybody else that you've got in that phone with my life, okay? I need you on this one. Sam, there's gotta be another way. Not with the time I got left. Certainly not with Alcazar. Тяжелый моральный выбор, чат. Или жена, или брать пропащий. Но вот сейчас точно скандал будет. Yeah, listen, you're not gonna believe this. Jameson just walked in here with the permits. Yeah. I know, but, looks like I'm gonna take that Malaysia job after all. А, он наврал по Малайзию. Ну ладно. See anything yet? Ты бы что выбрал? Приключения, конечно, выбрал бы. Глупый вопрос, хавать.
And no sign from Sullivan yet. Well, there's still plenty of time. Looks like the storage room's in the building behind the manor. You see it from up there? Just the very top of it. Слушайте, помните старый сериал Firefly назывался? Let's just focus on Avery's Cross, okay? Там капитана играл мужик, я его имя забыл. И я вот к тому, что, наверное, он очень удачно бы подошел бы на роль Натаниэля Дрейка. Прямо один в один такое ощущение, что с него персонажа срисовывали. Вы не помните, как его звали, а? Актера? А, Нейтан Филлан, да, вот он, вот, один в один. Ну, он, правда, староват и толстоват сейчас стал, но подкачаться, наверное, можно. He's gonna schmooze his way right through that party, get upstairs, unlock the window, and we're in. It's a solid plan. All right, fine. Good, say it. What if he stole the cross for himself? Not in a million years. Victor Sullivan. Same Victor we're talking about, right? Yes, he's double-crossed people in the past, but not us. No, not you. I know you two have never seen eye to eye. Huge understanding. But I trust him, all right? He's family. And, no. I just Салливан, кстати, неплохой персонаж, у него классные усы. Он такой прям... Fine. He'll come through for us. Eventually. But I mean, come on, you have to at least just for 1 second consider the possibility. See? Trust. Just try to keep your tux clean. Thanks. Ну, геймплей в моем кинце-мыльце, черт возьми. Я бы, если честно, просидел бы здесь час, просто как кинцо просмотрел. Вообще на язычах. Играть вообще не обязательно. Фан-мувики? На фан-мувике я видел, да. Для сериала про полицию я, кстати, видел. Сериал это про полицию. Редкостная дрянь. Ну, прям... Так, давайте, ребята, мы тогда вот здесь все закроем, и я сейчас, короче, в Firefox вас открою. Ну и минут 5 перерыва сделаем, мне надо в туалет сгонять. Так, Firefox. Только мне, скорее всего, прилогиниваться здесь придется, ведь правда весь. О май гад, а я пароль свой не знаю. Я не разлогинивался с Твича уже года 2. Твою мать. Какой пароль-то нахрена? Сейчас нахрен собственный аккаунт сейчас заблочу. Вот будет кека. Two-factor authentication. Oh my god! Ща. Я, кстати, к сожалению, не могу его отключить. Эту аутентификацию хреново, потому что у них требование такое. Как только ты партнером становишься, ты обязан себе его включать. Или нахер идешь. Блин, автоматически темная тема, у меня от нее глаза вытекают. Ну-ка, дайте-ка я включу светлую. О! Ну, сейчас должно вообще ничего не лагать. Всего 30% от процессора занято теперь. Вряд ли, я думаю, какие-то проблемы должны быть. Ладно, давайте 5 минут. Кофейку еще плеснем. Да даже не 5 минут, наверное, быстрее. Сейчас приду, чат.
Twitch, ГГ, да, не. ГГ-то нет, на ГГ-то стримов уже 100 лет нет. На ГГ же я не стримлю уже 100 лет, да, Генг. Ой, бойс. Ой, бойс, ой, бойс, ой, бойс. А сколько время? 9:23. Я просто к тому, что мы это, как бы, типа, будем интервью-то с вами смотреть или не будем? Чат там не читаешь? Так там никого нет, да, Ген. Там никого нет. С тех пор, как я, сколько тогда, год уже или сколько прошло, перестал стримить на Player Good Game, так там ни одного человека нет. Кого там читать? Тебе вчера не хватило. Я, кстати, удивлен. Удивлен. Тони Хока вспомнили спустя 20 лет после, как говорится, пика его популярности. Как бы, блин, вот и фак вообще. Это было прям поразительно. Кроме того, ну, как я уже, я не знаю, там вчера мы обсуждали, ну, скейтерская субкультура вроде давно уже мертва. Странно, что эти игры решили это ремастернуть. Это поразительно, конечно. Я просто думаю, будет ли вообще какой-то анонс. Это может быть левое интервью какое-нибудь хреновое, на которое не хочется времени тратить. То есть оно прям такое. Вот в четверг посмотреть надо. Там нам будет Гост Суши-Муши показывать. Мне бы хотелось посмотреть, что там за геймплей. Потому что геймплея у нас не было со времен прошлогодней E3. А тут наконец-то что-то новое. Я знаю, что ремастер Бандикута те же самые, да. Вчера на интервью это нам сказал мистер Джефф. Я его, между прочим, слушал это интервью, потому что я надеялся, что, может быть, еще что-нибудь анонсируют, а на самом деле ни хрена. Блин, вчерашний, конечно, этот был такой отстой. Люди там в чате: GTA 6, GTA 6, вау, вау. GTA 6, ё-моё. Ой, кек нахрен. GTA 6. Жрать хочется. Что-то бойс жрать хочется. Ой. Once a thief. 3 точки. Я так полагаю, весь этот особняк это будет один сплошной стелс-секций, да? Ай, шайтан, как я люблю стелс-секций. Моя любимая часть геймплея, ну. Ой-ой-ой, шайтана меня разбери. I can't believe I'm out. Can't believe I'm here with you in Italy, huh? Yeah, me either. Just wish the circumstances were less tense, you know? Well, the sights are a bit more enjoyable that way. Oh. So this isn't your first time here? No, it's more like third. Had a couple of odd jobs. With Sullivan? Well, yeah. Okay. Я специально херню не страдаю. Может быть, здесь что-нибудь найдем. У Джеффа технические проблемы. Ты его первый стрим не видел. Вообще пипец. Вообще ничего не слышно было. Джефф тот еще стример, да. Man, there's no way up into that bridge. Там веревка. Well, there's that exposed beam underneath. You think you can rope it? Do I think I can rope it? Watch this. Я только что сейчас подумал, наверное, там нужно было поговорить с нашим братцем. Хотя, с другой стороны... I missed. А как я промазал? See, it's all in the wrist. Here, let me see. А, надо размотать было. Yeah, it's not bad. For a second attempt. Вау, shut up!
Here we go. А куда нам прыгать, собственно, простите? А? Уи! Уи! Может, просто наверх залезть? Нет? Конечно, нет. Чат, а куда нам действительно здесь прыгать? Может быть, туда? Nice. You see that? Oh, like a pro. It's your turn. Let's go. Блин, напомнил мне эту чертову песню, но опять начала играть в голове. Господи Иисусе. Hey, bet we can swing off that beam up there. Definitely. Лучшая, наверное, песня из современного Диснея. Ну, мы не берем, конечно, старые там из 90-х, 80-х, но вот из новых, блин. Ну давай, прыгай, прыгай! Веревку кид... Ой, фух, ни хрена себе пронесло. А, не, нам сюда и надо, воу. First try. All right, no one likes a show off. Okay, come on, Nathan. It looks like you can climb down and make your way over. Right behind you. Okay. И Мне не нравится, что здесь сделали, что он прям прилипает к определенным только местам, где можно и нужно прыгать. У арки все-таки побольше свободы действия. Но мы там умирали гораздо чаще. Помните? Блин, Арка была шикарной игрой. Красивая, пипец была. Holy shit. Это, наверное, единственная игра на сегодняшний момент, которая полностью поддерживает все вот эти вот функции RTX хренового. Ну чё ты сидишь? Залазь давай, ну. А. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Pepperoni! It's me, Mario! Извините. Извините, не удержался. О, это лимоны? Holy shit. Чат, стыдно сознаться, но я всю жизнь думал, что лимоны растут на земле, а не на дереве. Мать твою, я реально ретардед. Прям без шуток. Я почему-то думал апельсины на дереве, а лимоны, мать его, в земле. Почему, не знаю. Думал, потому что они, ну, видимо, потому что они вкусные, хрен знает. Черт. Ладно, притворимся, что я этого вам не говорю, окей? All those years. It's the little things that you miss the most. Предлагаю забанить, так это потому что модератор, наверное. И у меня приложение Твича нет. Я знаю, что Напагана его все ненавидят. Поверь мне, ты, если оно тебе не нравится, ты не один такой. Riding the motorcycle, it's little things, but they add up. Арбузы вообще под землей. Ой, заткнись. Ну, зафейлился Петрович, бывает. Но что ты от меня хочешь? Ты же Петрович. Больше ничего вам не расскажу, чат. Вы меня засмеиваете. Не любите, не цените. That should hold. Ну, камон, вот. А если я не хочу его один держать? А, мне типа надо ниже. Охренеть, я хочу себе тоже такую же веревку, а? Чтобы она была бесконечная, автоматически сматывалась в карман и еще была неуничтожимой. Ой, фак, упс.
All right, come on down. These landings are a little more painful than I remember. Yeah, tell me about it. Ну и не говорите, согласен. Your other wonderful finds. The ones I missed. You at least take any pictures? Подождите, если нам сюда по сюжету, а что тогда там? Да какие pictures? Где ты вообще, идиот? О, фак, упс. Ну типа, ну ладно, пойдемте с ним поговорим. I wish. Elena filmed some of it, but camera didn't make it. That's too bad. I have some drawings, though. When we get back, I'll show you. You have drawings? What, are they up on the fridge or something? No, they're good drawings. I can't wait. А что так плохого в рисунках на холодильнике? Ну если они хорошие рисунки, само собой. У меня были бы лишние бабки, я бы всю квартиру бы облепил бы определенными рисунками. Ух! Ага! Не. Ни хрена себе. Человек-паук отдыхает, ё-моё. Нарисуй сам, я не умею, реген. This looks promising. I think you mean precarious. Shit! You okay up there? Yeah, I'm good. Чёрт! Симпатично. Куда нам? Туда? Нет, не туда. Упс. It'd suck if you missed right now. It sure would. But I don't miss. Подождите, а мне почему веревку нельзя прицепить? Вот и фак! Скрипты. Ну, не моя вина, видите, по скриптам нам надо было дождаться, пока этот проползет. Thanks. Nathan? Да. Nathan? What? Да! Oh, yeah. Okay. You all right? Yeah. How do I look? Like 400 million bucks. Let's go. All right, I'm right behind you. Sully? Sully. But partying with a bunch of crooks. Салли, кстати, это... Ему уже тоже до хрена лет, но он, тем не менее, все еще приключениями живет. Порох еще, как говорится, старика не-то есть. You remember my dead brother, right? Victor? I'll be goddamned. 15 years. Yep. Good to see you alive, Sam. Mm-hmm. Let's try keeping him alive by getting this cross, huh? Yeah, about that. What about that? Come on, let me show you something. Take a look.
That's Avery's cross. They brought it out of storage just before you guys got here. They changed the lock. Короче, бойс, возвращаясь к нашему найденному сундуку сокровищ. Ну вот мы идем к вам с вами в магазин, да, падаем в кучу, короче, сундука, там, ну, сундук с сокровищами лежит. Вот как нам с вами такой же аукцион замутить, а? Чтобы этот чертов сундук вот так же на аукционе распродать. Бойс, кто в курсе? 15 minutes tops. Well, there's got to be some way we can grab it. There is just a small matter of a few hundred eyewitnesses down there. Okay, but we just need a diversion. Like? Давай подождем здесь все. But there's got to be something. If the gods see us making for that cross, If they don't see us. Jesus, you guys act like you never spend time in prison. If you want something dirty done, then you wait for lights out. Yeah. Where's that electrical panel for this place? А я бы поджег шторки. Вот честно создаться, если бы здесь, ну, среди вот этих троих людей бы, как бы, Петрович бы обсуждал план, я бы предложил просто поджечь шторки. Мне кажется, это лучшая диверсия. Какой к черту там свет выключить? Херня все это. There's ventilation. Electrical. That's it up here. So we just have to climb up there and kill the lights. Grab the cross in the dark. There will be an emergency generator. And that'll give us a few seconds of darkness to work with. Meaning we'll have to be right next to the cross when the lights go out. So there's no way we can get that close without being noticed. Scusate, signora. Antipasti? I'm all set. Hi. How are you? Ciao. Сразу чао. Оу. Waiter wouldn't get noticed. That could work. Ну, кто из вас будет официанткой? All right, I'll get to the breaker room and kill the power. You mean I'm the waiter? You're the best pickpocket. What? You head down to the floor, keep your eye on the prize, okay? Let us know if anything, hinky goes down. Roger that. All right. Listen, we still got this. Ready? Я считаю, что все-таки поджечь шторки гораздо лучшая идея. Не нужно было бы всего этого. Паника бы началась, люди начали бегать, кричать, а ты забирай все, что хочешь. А, чат, ну неужели я не прав? Вот, смотрите, какие толстые шторки. Они бы гореть прям отлично бы начали. А вон там снизу вообще гигантские. Мэм, здравствуйте. Вы смотрите стримы на Твиче? Я, между прочим, стример. Оставьте этого инубаса. Перспективный стример, я бы даже сказал. Мэм, ну, ладно, понятно. Мэм, а вы смотрите стримы на Твиче? О! Ладно, просто пойдем. Просто пойдем. А можно этого подтолкнуть? А, это наш брат. Look, relax. We've pulled off tougher heists than this. Yeah, I know. I just try not to imagine what they'll do if they catch us. Sam, if things go bad, we'll be dead long before they catch us. That's a comforting point. Yeah. Блин, я тоже себе хочу такой же бассейн со статуями мраморными. Это так круто. Ух. Я бы, само собой, не пользовался бы никогда этим бассейном. Потому что у меня теперь фобия к бассейнам. Я же уже вам рассказывал про индусов-то, которые в нем плавали. 12 человек, волосатых, стрёмных. И с тех пор я вообще к бассейнам не могу даже подходить никаким. Меня аж блювать тянет моментально. Но я любовался бы на него, как говорится, да. Мэм, а вы знаете, я это стример на Твиче. У меня другие стримеры, кстати, есть, да, на Твиче. Знакомые. Нет? Нет? Сэр, я, между прочим, стример на Твиче. Сэр, здравствуйте, у вас отличный костюм. Тоже нет? Ну, ясно, как в реал лайфе. Можно хоть вина выпить? Можно хоть поесть? Тоже нет? Ну, понятно. Понятно. Все как в реал лайфе.
Что тут пишут? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Russia State Auction. Starts promptly in 17... Ой, 19... No hablo el grande, señor. No hablo. Почем вы здесь продаете? Чего? Коллекция китайской бронзы 2000 ЕУ. Это что такое, прости? 200 тысяч ЕУ это что? Евро? Сраные терракотовые ваши обоз... Извини. Стремные эти глиняные солдаты. 8 лямов. 8 лямов? Мазафакас, вы совсем охренели? Лучников, кстати, дешевле продают. 4500. Ну, Фаберже хотя бы, елки-палки, в нем сафир строен. Ну ладно, еще 3 ляма. Но солдаты сраные глиняные эти, терракотовые. Вот он, цифр. 20 тысяч всего. Мы, кстати, могли бы его купить, если бы у нас были деньги. Всего лишь 20 тысяч. О, 6 странных золотых дублонов, 200 тысяч. Слушайте, пацаны, наш сундук золота надо на аукционе продавать. То есть, если мы 6 монеток переплавим на золотые коронки, мы за 200 тысяч евро точно их не сможем спихнуть. А так, вон, смотрите. Ух ты, украшенная сабля. За 300 тысяч я бы купил себе саблю капитанскую. Круто. 20 миллионов. Черинг, Кроссбридж, Лондон, Клауд, Мане. Не, 20, точнее, не 200. Что-то я сегодня читать не могу и цифры тоже не могу. Сложно. А, это стартовая, кстати, да. Ну все, Дайген, ты, короче, это, сегодня выходишь на улицу и должен найти сундук. А Валингиф, короче, должен аукцион организовать. И деньги вы все должны отдать мне. Мы договорились? О, ледяная статуя, ни хрена себе, как круто, а, боже мой. Я бы не сдержался и попробовал бы, пока никто не видит, лизнуть ее. Честно сознаюсь, честно. Именно поэтому Петровича никто на такие приемы никогда и не зовет. Да, это единственная причина. Угу. Ни хрена себе, это что, Зевс? Тоже ледяной. Блин, гадэм, чат. О, Спарта! Ох, Матерь Божья. Что-то я сегодня бан себе получу канала, я чувствую. Доиграюсь. Гадэм. Ладно, где мы там свет выключаем? Куда идти, господи? Где я? Чат. Here we are. Okay, let's do this. Hell, it's locked. It was open earlier. Now what? Can we pick it? No, it's electronic. We're gonna have to find another way in. You see that? Key card, back left pocket. Yep. I'm on it. Whoa, whoa, whoa. You sure you want to do that? Man, there's a lot of eyes out here.
I think I can handle a simple lift. All right. Сэр, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Какую кнопку нажать надо? Не вижу. Блин, хреново из меня вор. А, нам нужно пялиться именно на его задницу. О, сэр. Нам реально нужно пялиться на его жопу. Господи, чем мы занимаемся? Да. О май гад! Блин, сэр, вы не могли бы постоять на месте, ради всего святого? Вы просто мне нравитесь, я всегда о таком горячем усатом мужчине мечтал. Подождите, я завалил? Подождите, здесь можно завалить, серьезно? Вау, эта игра вообще не дает мне ни хрена самостоятельно попробовать. Одна попытка и начинает тебя сразу боксить, и сразу тебе... О, ну тут прям перегиб палки, holy shit. Я, конечно, хотел, чтобы игра за меня играла, но не до такой же степени. Можно как-нибудь золотую середину, а? Кстати, а где этот чертов официант? Я его даже потерял. Ладно, ладно, играй за меня. Слушайте, а в реал-лайфе тоже, чтобы кого-нибудь обокрасть, тоже нужно на чужую задницу вот так вот постоянно пялиться? А? Кто в курсе, чё? Easy. First try. And he doubted me. Ну вы посмотрите на него, и вот скажите мне, вот честно сознайтесь, ну неужели вы не попытались бы лизнуть ее хотя бы чуть-чуть? Но гигантская ледяная статуя, она как можно сдержаться? А? В смысле нет? Ты врешь сейчас, не верю тебе. Okay. All right, let's try this again. We'll still need these. Great. Алло? Good luck. We'll be in touch. В смысле лед неприятный для облизывания? Это с ума сошел? Чё ради? А мороженое это не ешь? А кубики льда в стакане подрастающие ты тоже не ешь? Холи щит, это еще кто нахрен? О, my fucking god! Ну понятно, все, ясно. Новый главный герой подъехал, по-моему. Hello, Nadine. Pleasure to see you again. Only this time, I've got the drop on you. Well, I guess I should be glad that's not a real gun. Hardly recognize you out of your fatigues. Yeah. You know how it is. Every once in a while, У a них job бицуха requires us больше, to get чем all пол моего doled up. туловища. Looking sharp, by the way. Not too bad yourself. Feels so out of place here. Can't tell you what a relief it is to run into another English speaker. Even if you are American. They'll have to blame my parents for that one. I was on my way to the bar. Can I get you something? Yeah, scotch. On the rocks. Be right back. Date? Даже платье не одела. Все в платьях, кроме Надин. Yeah, Nadine Ross is buying me a drink. Nadine Ross? Wait, doesn't she own that army for hire? А знаете, почему она платье не одела? Yeah.
Потому что платье — это грязная мужская фантазия и сексизм. К черту платье ваше. Listen, we're all set, Sully. You, stay out of trouble, okay? I'll try. Ready? Yeah, let's do it. Ну, вообще, если игра в 2016, тогда еще не так сильно давили. Так что, глядишь, может быть, здесь нас еще пронесет. То есть, если бы эта игра сейчас выходила в 2020-м, бэйби. Ух! Мы с вами отведали бы. Weddings, bar mitzvahs, black market auctions. But do they have a DJ? Давайте просто в кладовке останемся. Здесь столько еды. Что-нибудь съедим. Ну его нахрен это распятие хреновое. Блин, чат, я вчера когда чистил зубы, я что-то перестарался щеткой и бахнул себе по десне. И у меня десна сегодня даже до сих пор болит. Я боюсь, как бы там какой-нибудь нахер инфекции не случилось, еще какого-нибудь говна, знаете, что-нибудь в этом роде. Просто очень странно. Прям сижу сейчас и думаю, прям некомфортно. Вызывай скорую. Не, ни у кого такого похожего ни разу не было. Вы по десне себя ни разу ничем не корябали, не били там. Не? Я первый здесь такой, с таким диагнозом, да? Okay, plan B. А чё план Б? А, понятно. I told you it's locked. Trust, but verify. And Постоянно? У тебя не болит потом? Не было такого? Что ты делал, короче, если десна болит? Скорую вызывал, только не говори, что скорую вызывал, чувак. Ни хрена себе такую бочку двигаешь. Хера себе, ё-моё. Мистер... А ты как сюда попал? Какого? Он телепортировался, чат, вы видели? Я застрял. Сложнейший пазл, конечно, был. Here we go. Let there be light. Bad electrical in this joint. Don't suppose you brought a... Yeah, that'll do. I guess it's always a good idea to bring a smoker along. Unless you need to run. Man, I'm starting to get a little drunk off the fumes in here. Oh, good thing Sully's driving. Fumes. Ой, я вот буррито наелся. Тогда у меня тоже сначала фьюмс были, а потом бомбануло. Maybe the vent access is behind these casks. That's a lot of really rare vintage. Yeah, maybe Alcazar can just settle for some good wine. Тут вина, ё-моё, господи, тут можно бухать, по-моему, вечно. Я нахрен ничего не вижу. Я вообще ни черта не вижу. Куда мне вообще идти? Hey, should we worry that Victor is chatting up Nadine Ross? I mean, heard some pretty scary stories about her crew. Yeah, don't worry about Sully. I can talk his way out of anything. Какого хрена? Здесь еще одна? А, здесь 3000 IQ пазл. Я понял. Я понял. В смысле, good job. Что-то... А, мы не можем ее перепрыгнуть, да? Это незаконно. Понял. Ну ты со своей зажигалкой где, ну бас? Я не вижу ни хрена. Представляете, сколько здесь вина, мать твою.
Одуреть. There you go. Он так говорит, как будто бы знал, что нужно делать. Тоже мне. Умники хреновы. Зажигалка, свети! Свети давай! Я не вижу ни хрена! Шайтан, тебя разбери, ну! This way. О май гад, он меня бесит? Почему он не может подойти сюда? Ну, полезли туда. Yeah, I got it. No need to give me a hand or anything. I'm holding the lighter. Holding the lighter. Вау! Петрович смарт. Okay, up we go. Me smart, human stupid. Right there. That's smaller than it looked, huh? And a lot more dusty. Вообще эта игра мне начала прям заходить. Она фановая, она совсем простяцкая, и она достаточно интересная, в принципе. Мне даже любопытно, чем все это дело закончится. Почему эта решетка ломается, это нет? В смысле? Подвинься! О май гад, подвинься чуть-чуть! Господи. Что там? It's me, Марио! Пепперони! Простите, я сегодня что-то вообще прям напрашиваюсь на бан нахрен на Твиче. Но надеюсь, что эти шутки стоят того, как говорится. Мне они кажутся смешными. Вам, наверное, как всегда, нет. Стойте, стойте, стоп. Хорош геймплея, хорош. Summer Game Fest, где мой? Так, стоп, бойс. Бойс. Начался же уже, наверное, этот интервью-то хреново. Ну-ка. Не понял. А где? А во сколько, чат, не знаете? Уже должно идти, по идее. Ну куда ты жмешь? Ну господи, кривые руки твои. Let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Где ты, мать твою? Где ты? Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of Я не знаю, как поп-ап This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic. Чат, где была кнопка чат просто себе вывести? Global illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. Help. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce. А, Switch, господи. Okay, let's keep going. Аллилуйя. We've
We've made some great Professional additions to our streaming audio voice. system as well. Convolution reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces. Так, во-первых, что мы смотрим сейчас? И почему нам здесь опять лекцию, только в этот раз по графонию рассказывают? Field rendering allows us to record and play back spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. Это не Assassin's Creed новая, а? Это геймплей. Но только геймплей чего, я не могу понять. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment. Зачем вы мне про партиклс опять затем? Почему технические лекции опять? Мазафака! We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Блин, стоило 3 минуты. Мы 4 минуты пропустили сначала, теперь непонятно, что мы вообще смотрим. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Это очень интересно, конечно, как вы симулируете камни. Это очень прекрасно. Только про что игра-то и геймплей? Чат, что за игра? Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping. Что-то она лагает, по-моему. А ты думал, Ханим? Next Gen же едет к нам. Да, лагает, как сволочь. Даже в деме. 20 FPS, наверное, максимум, нахер. Но это не соневская презентация. Сегодня отдельная конференция, я не знаю, чья. Точнее, отдельная... Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. Это не игра? Это тег-демка, думаешь? There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room, for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. По triangles я сразу говорю, что они полигоны подразумевают. Просто их не называют полигонами, чтобы детишек мозг не вскипел. Кстати, на PlayStation работает крестик, треугольник. Мать твою, как лагает, пиздец. Фьюз Бэтмен. Fully Dynamic Lighting и Global Illumination на какой технологии, кто-нибудь не может объяснить? Железо в PlayStation AMD, а у них же нету рейтрейсинга. Вопрос на миллион. Чем Dynamic Illumination-то делается? Кто-нибудь знает? Нет? Я не знаю. Ну вообще немножечко постыдились бы такую демку показывать, но тут реально 20 FPS. Ну... Думаете, тег-демка, чат? Как тогда, помните, все думали, что финалка это оказалась тег-демкой? Ну, 100-500 лет назад тогда, помните? Потому что если это не тег-демка, а игра, тогда, мать его, я хочу в нее поиграть! Господи Иисусе, как круто! Holy shit!
Ну правда 20 FPS. Блин, если это игра, бойс, holy shit. Плевать, я, наверное, даже 20 FPS бы в нее поиграл. It's time to see what's next. А? Интересно, это стрим сейчас фризанул или... А, это тег-демка Unreal Engine, я так понимаю. 5-й уже к нам подъехал. О-о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 . Там же вроде до конца-то 4-го потенциала-то не использовали, а уже 5-й прикатил. Так это сраная тег-демка. There you go. The Unreal Engine 5 is real, and that was the first real-time footage of something running on the PlayStation 5 as well. Such a amazing day, I think, for gamers. А что раннинг? Джефф, что раннинг? Что это? Это тег-демка или игра? By three guys from Epic to talk a little bit about today's announcement. Of course, we've got Tim Sweeney, Kim LeBerry, and Warden. Guys, thanks for joining me here virtually. This is a really big and exciting day. I mean, I think I was so blown away when I saw this footage about what UE5 can do. And Tim, this is, I know, a special moment for you to have, you know, put a 5 on this Unreal Engine. I remember the first time you showed me the original Unreal Engine. I think it was like 1996 at E3. At a Marriott Marina Del Rey, and I was looking back last night at like the old Next Generation magazine cover with like, can you believe this is what a PC screenshot of the original Unreal Engine, how far we've come. Tell me, I mean, you know, this is a big moment for Epic, but what does this mean to sort of the company right now to be able to, you know, debut the first PlayStation 5 footage, but also, you know, introduce, you know, a new numbered version of Unreal? Well, this really is a generational leap or more in technological capabilities. The hardware that Sony is launching is absolutely phenomenal. Родственников попросил бы послушать, как у него работает. Я ни слова не понимаю. But also a completely new storage architecture that blows past architectures out of the water, and it's far ahead of even the state of the art and the highest end PCs you can buy. And so, with Unreal Engine 5, we set out to build a new generation of technology that empowers creators to create photorealistic scenes that are indistinguishable from reality, and to do so with a very high degree of productivity, right? Не, Ханим, в этот раз не bullshit презентация. Про новые технологии, про новый движок-то послушать интересно на самом деле. Features needed to в этот раз не bullshit. Complete realism. Вчера был bullshit. But the other big problem is just the cost and time it takes for an artist to create a major new piece of content for a next generation game. And so Unreal Engine 5 attacks both of those problems. We have the nanite system for virtual geometry, enabling sub-pixel geometry, which is imperceptibly different from the full high-quality assets, or the movie-quality assets that were originally scanned. Also, the Lumen, the real-time global illumination system, not only to bring unprecedented quality and lighting to the environments, but also to free artists from having to worry about the details of lighting their levels, and make all these trade-offs in static lighting versus dynamic lighting. And so we're really trying to empower developers here, and to enable developers to create a new generation of experiences that are unbelievably realistic, but also economical and practical for them to create without having to have a 1,000-person team. Yeah, I mean, when you look at that footage, ну, Ханим, надо отдать должное, Unreal-то отличный движок всегда был. Absolutely stunning. Kim, maybe you could break down a little bit of this, sort of visually, what's happening that makes it look so incredible? Because I know you've got a couple of new systems that you're really proud of, and maybe talk about nanite and what that is and how it works. Nanomachines! Поехали, boys! Nanite is a new geometry system for Unreal Engine that lets us get down to almost sub-pixel levels of detail on the screen. It's possible because we have a new generation of hardware that really allows us to put loads and loads of triangles at the screen. And we thought that we'd come up with a new technique that allowed us to be able to create content in a similar way to the way that they do on movies today. So in fact, when you look at that demo, all them assets, Nana is basically ingesting all the movie quality assets from Quixel to make that scene. And the artist doesn't even have to think about it. They can move rocks and
mountains and statues wherever they want in the scene and not have to worry about triangle costs anymore. Lumen, the global illumination system that Tim mentioned, that just produces incredibly realistic and accurate bounce lighting. So wherever you place a light in the scene, its effect on the whole world is seen instantly by just moving Короче, things любое around. количество ассетов можете юзать теперь. Не нужно думать о треугольниках, ни о чем. Все здорово, все замечательно. Только 20 FPS, как мы видим. I think how much felt, at least to me as an end user, how much felt that so much of the environment was streaming in real time in so much detail, especially that sequence where she's flying through the environment. Mark Cerny has talked a lot about PlayStation 5 and the incredible bandwidth it's going to have to move data from the SSD right onto screen. Nick, can you maybe talk a bit about how that's sort of manifesting itself in this demo? I assume some of those improvements in PS5 are enabling types of things that just weren't possible in previous generations. Yeah, so Nanite enabled the artist to build a scene with geometric complexity that would have been impossible before. Чего мне не напомнили, There чат, are ё-моё. billions of triangles in that scene, and we simply couldn't have them all in memory at once. And so what we end up needing to do is streaming in triangles as the camera is moving throughout the environment. And the I/O capabilities of PlayStation 5 are one of the key hardware features that enable us to achieve that level of realism. Yeah, no, it's stunning to see that, and I think also the global illumination. I think people have heard that concept before, but now really manifesting sort of in real time in that environment with the flashlight or some of the other lighting scenes. Can you guys maybe break down sort of from the gamer perspective, Почему like так how games are одержимы going все to change Global because Illumination of этим the самым full global illumination? рейтрейсингом? Оно же столько ресурсов жрет. Это Well, как yeah, новая 4К, first of новая all, this фишка. enables a much wider variety of games to have very realistic responses to light. Everything from large-scale open-world types of games, with day-night cycles. Хера, посмотрите, какой толщины у него очки. From indoor to Господи Иисусе, outdoor. бедный мужик. It's it makes lighting one of the things that the developers don't have to worry about, and it's a freeing technology. Not only does it mean more real-time lighting in games, but it also means there's a large set of problems that were very tricky in the previous generation that developers just don't need to worry about. And so I think you're going to see a much wider variety of types of games, taking advantage of Lumen and taking advantage Короче, of если в двух Nanite. словах, они, говорят, что проще и быстрее теперь работать в их движке. И с этим можно как угодно возюкать и не думать о количестве полигонов и глобальное освещение теперь само там все делает. Все здорово и замечательно. Дешевле производство и быстрее. Вот. Ну, если в двух словах, если совсем. Where you finally had enough computing and graphics power to enable a 100-player game, with very, very high fidelity encounters. This new generation of technology that we're building with Unreal Engine 5 and that Sony's empowering with PlayStation 5 will enable entirely new types of game experiences that we can't even anticipate yet. Yeah, there's been a lot of talk over the past couple of weeks about the next generation and kind of will the leap be as great as previous generations? What are the types of things we're going to see? I think this demo, at least to me, is the first kind of real-time example of something that really grabs me. And I just want to confirm, what we're seeing there, that's all. Oh my God, Twitch, come on! Play that with a controller, that's not kind of frame dumped or anything. That's actually playable. It's a fully playable demo, and we plugged in a recorder into the back of a PlayStation 5 dev kit and recorded the signal that came out over HDMI. So it's a totally live demo, and it's replayable, and it's a little bit different every time you play it. Wow, no, because I mean that flight sequence, everything. That's what's so exciting to me is this is real-time footage. So what do you guys think? I mean, when people say, what is the leap of this generation going to be to sort of previous generations from PlayStation 3 to 4 and whatnot? Is it any different this time? Is it going to be greater, less, or we don't know yet? I think the sense of immersion, one of the great things about playing games is you can transport it to places that you could never go in the normal world. This level of lighting and detail really gets you to a point where you're feeling like you're inside a movie set. Things are so realistic. And it's gonna aid the storytelling. I think that the sense of immersion, the feeling a player gets. Они больше упор делают именно на свою технологию освещения. Они при каждом удобном случае вспоминают, что освещение у них будет ништяк.
I think that's going to have a much bigger impact on gaming than people are expecting right now. You know, until this next generation of hardware, previous generation console games had to be built to load data off of a spinning mechanical device, right? It has its roots in the 1950s. Мы сейчас по SSD вспомним, да? Опять? Sony's storage system is absolutely Fuck my life, серьезно? Not only the best in class in consoles, but also the best on any platform, better than high-end PC. I think this is going to enable the types of immersion that we only could have dreamed of in the past. You know, the world of loading screens is over, and you know, the days World of loading screens is over, говорит нам парень. and geometry popping up as you're going through these game environments are ended, and the resulting effect is the ability to build games that are fully immersive from start to finish over you know, hundreds of hours of gameplay if that's your game. Yeah, no. Better than PC. We've talked a lot about PS5. We know obviously Unreal Engine runs kind of across all platforms, including mobile and PC and Xbox, of course. What's your take on like what you're showing here? How is that going to scale to to other systems? Like this demo we're seeing, is that will that run on the Xbox Series X? Will it run on PC? How will it be different? Can you guys give us some context on that? Да, что там на Xbox и на PC? Ну как ваш Unreal? Well, I mean, Unreal Engine 5 is going to run across all of our supported platforms. На Current все generation платформы. console, current generation consoles, as well as mobile devices. One of the key features that we've been working on Mobile is devices being able тоже to build voice. content once and deploy it across devices. So on higher end hardware where we can support Nanite directly, we'll be able to render scenes at the fidelity that you just saw, like on PlayStation 5. For, say, an Android or iOS mobile device, what we will be able to do is have tools that help to scale that content down so that you'll be able to take the game that you built at the highest fidelity level for console and bring it to all other devices. Можно scale down потом то, что ты наделал, типа говорит easy, потом можно scale down и куда угодно переносить. Somewhat different choices, also some similar ones, obviously with SSDs in both. Do you have a sense of how they're going to sort of compare in terms of power, or how you look at sort of like the overall landscape? Well, we love all of our babies, and we can't make comparisons or pick favorites. But the Nanite technology we showed here is going to run across all next generation consoles and high-end PC. And most importantly, this is what's possible in the absolute best hardware that's going to exist at the end of the year. But these experiences you build, we will help developers scale down to every device that exists in the world, and we really hope to empower all developers to do what we've done with Fortnite in this generation, which is build absolutely no sacrifices, high-end console game, and then bring it to every device, including scaling it down to iOS and Android devices from years ago, so that we can reach a much larger audience of gamers than just the hardcore some 200 million console players in the world. So Kim, I know a lot of gamers around the world watched that footage and said, wow, I want to play that, but I'm sure they're also trying to kind of extrapolate out of that, since it's this is not a game, it's a demo. How their games are going to feel different in the next generation. Да. One of the things that I really took away from it was that flight sequence at the end, which was just incredible, and with the sort of the rubble coming down and things moving. Could you maybe talk about sort of how the game experience might change with UE5? Sure, it's going to look visually more beautiful, but how is it going to play different? So traditionally on this current generation, if you wanted to make a photorealistic environment, the way that people do that is they bake lighting into the environment. The problem with that means the environment is not dynamic. You can't move things around. You can't incorporate user-generated content because you don't know what it is prior to shipping your game. But with this technology, with the Lumen technology and Nanite, it means that worlds can be грубо говоря, не сильно упрощает жизнь разработчикам. И в динамике можно менять все что угодно, ничего никуда запекать не надо. And things that change beyond the release of the game. Every day, an environment could have grown and changed, and that can all be calculated live. And does that extend to I assume
destructible environments and whatnot, and allowing people to sort of, really like just. I mean, that sequence in the flight where you sort of, saw the sort of tower crash down or whatever. I mean, that felt to me. I mean, I just hadn't seen that level of detail in a game High-end like ПК, that. да, Ген, у тебя high-end ПК. Ты собрал уже новую видеокарту от NVIDIA, которая в июне-июле выходит? У тебя high-end? Как у тебя появится high-end ПК, так попробуешь. Yes, and even effects like when we open that big dome where all the statues are, the light just floods in and bounces all over the place. Они переливают с пустого в порожнее, потому что это 3 разраба сидит. Они только про технологию знают, а про то, как игры там будут делаться, они не в курсе. А Келли у них продолжает спрашивать, как типа игры у нас изменятся. Они-то откуда знают, мать его? Они движок разрабатывали. Is that how it worked? Yeah, exactly. And even if you want to, like if you're saying you're in a dungeon and you place a light, you see you've got a candle that you happen to have in the game and you place it, that will bounce around corners. So you can explore with limited light sources, and the old-fashioned gag of having a flashlight beam isn't what you need anymore. You can actually use light in really interesting ways. Вот так вот, бойс. Теперь фонарик нам не нужен. Теперь мы свет в interesting ways можем использовать. Слава прогрессу, слава! Меня только смущает, что, блин, реально 20 FPS. Прям. Не поймите меня неправильно, ребята, новые технологии это всегда здорово, особенно те, которые упрощают жизнь разработчикам, это прекрасно и замечательно. Но презентация техдемки, которая работает 20 FPS, вот это меня немножечко огорчает, потому что графон, конечно, здорово, но когда с ним перегибают палку, и картинка, конечно, красивая, но лагает все, мать его, ну это прям... Versus a video game, or you're making an IP that's transmedia, you can build things the same way now. And that was, we had so much exposure to film customers over the last few years using our engine that we really wanted to remove the barrier for them and for all game makers. Right now, you pick a high resolution asset you want, you load it in, you don't have to think about making levels of detail or normal maps or any of the usual stuff that goes with making game content. It's a pretty freeing experience for anybody trying to tell a story or to make an experience. That's amazing. So, in the eyes of a consumer, like you'll see an asset that's in, a movie, and that they literally can drag that over to the game now, whereas I guess in the past they would have to sort of, reduce down the polygons and kind of scale it down for a game engine. Yeah, and in fact, actually, Quixel, that's also part of Epic. Their assets, they come when you take an asset from the Quixel store. There is a movie quality version that would be used in movies. I guess they were involved a lot in the Jungle Book movie a few years ago, and many movies today use Quixel assets. And they also have versions of them assets that are suitable for games. Now you don't have to have that distinction. Nanite will just take the movie asset and do the right things with it. Разных ассетов теперь не нужно. Movie Quality ассет берешь, и можно его спокойно все что угодно с ним делать, и downscale, все дела, и в другие платформы игры запихивать. It's going to be kind of a pretty seamless transition to UE5, right? That's important for you, sort of have the forwards compatibility? Yeah, absolutely. We want to support developers bringing their games from UE4 to UE5, and in fact, we will be doing that ourselves with Fortnite. So we will be shipping Fortnite on. Клянусь богом, если ты еще раз сволочь скажешь, что в Fortnite я закрою этот стрим. And then next year we will be bringing Fortnite to UE5 as well. So we'll be testing out that experience of bringing a game along from. Скажите, зачем Unreal 5 в Fortnite? Там графон, чтобы на. Ты серьезно? Wow. Yeah, Fortnite obviously is such a phenomenon. Oh my god, shut up уже с Fortnite. With, battle royales, but also I feel like, Fortnite has turned into, really kind of this metaverse-like platform where we're seeing kind of different experiences powered by Unreal. And I was wondering if you guys could talk a bit about that, because I look at, the Travis concert and I see that. Oh, мой бог, мои глаза, oh my god! Video in a way, and then, you watch the YouTube video for his new song. It's actually, just what was in Unreal. And obviously, based on what Kim was saying, it's now going to be even easier, I guess, for the assets. Do you see kind of a blending of games with more traditional entertainment powered by Unreal? Yeah, absolutely. All of these worlds are colliding right now in real time. We're seeing
the sort of film production that's being done on The Mandalorian and other projects all around Hollywood, film and television. Мандалорцы вспомнили, про которого нам Хаути написал. В продакшене использовали being able тоже to move Unreal. directly to games in the future. Right now we've brought Marvel content into Fortnite and Star Wars content into Fortnite, and each of those processes started with rebuilding their movie quality assets for real time, using our tools. But in the future, this is going to be an exercise to build every asset exactly once and then deploy it everywhere. And the future isn't Это just очень going to круто, be что about Unreal один Engine раз serving a ассет bunch of строишь, а separate потом markets. везде можно We're переносить. helping architects Это visualize their освобождает creations огромное now, количество, and that's конечно, awesome. времени. We're helping film and television makers, И огромное количество virtually produce their денег work экономит. in real time, with actors in front of and actresses in front of cameras and big У него LED приступ. screens Я instead не of могу green понять. Ты screens, говори and it's нормально, я не making the понимаю ни production хера. process much more efficient, real time, and higher quality. But in the future, all of these assets are going to come together, and Epic's not going to just play a role in supplying creation software to all of these different industries. We're going to help everybody reach consumers with real-time 3D content. When General Motors released their Corvette car configurator for the 2020 Corvette, it was powered by Unreal. It was running in the cloud. But that was disconnected from the rest of the gaming world. Конфигуратор для Корвета 2020 года. Его говорит Powered Unreal. Вот это я понимаю достижение. Господи. Designing a home for a customer as an architect, or you're designing a car, or you're building a television series. We want the next generation of these experiences to be bringing all of those assets directly to gamers in a fun way, deploying them into Fortnite and every other Unreal Engine license use games, being able to reach a vast consumer audience that way, right? It's like the transition that the world went through in the early days of the internet. Валентин, ты вообще не понимаешь, для кого они эту презентацию делают? Они для компаний, которые разрабатывают игры и занимаются фильмоиндустрией, в первую очередь делают эту презентацию. Их новый движок позволит им сэкономить человека часы, сэкономить на зарплате и производить все быстрее. Но это не значит, что действительно игра для тебя будет дешевле. Для компании она будет дешевле обходиться и будет быстрее клепаться. То есть вместо одного Call of Duty в 2 года в год у вас выйдет 2 Call of Duty, да? Но цена будет та же, я вам гарантирую. То есть как бы это презентация для больше для ну, для разработчиков. I think this is the next step in the entire digital content industry, not just gaming, but the whole thing. Насчет больше стоить вполне может быть, потому что Unreal обычно берет большой процент. Those shared experiences that you're having in Fortnite, even, a concert experience, there's no gunplay or combat involved. It's just a shared kind of experience, which is so compelling. And as you said, powered by Unreal. And then when you think of, as you said, those movie assets and all the other assets coming together in a world, it's really exciting. One thing I wanted to ask you about was the content really creation path, because we've seen a lot, especially in Fortnite, with creative mode and a lot of fans of Fortnite starting to build levels. And obviously UE, you guys, I think, have really focused on kind of making it accessible, lowering the royalty rates for kind of upstart developers. Can you maybe talk a bit about sort of the your vision of kind of how easy it is to build something in Unreal? I mean, are we going to get to a level where it is sort of like a Photoshop where you can kind of just jump in and build a game, or what is that barrier to entry going to be in the next generation? Джефф тоже ни хера не понимает. Epic is working to address the whole range of content development scenarios, all the way from your AAA game developer or your feature film in Hollywood being produced using world-class photoreal assets, all the way down to indie game experiences and content creation for 100 million people who want to build stuff but aren't professional modelers and haven't had training in that. And the continuum of experiences spans Fortnite Creative, which has been used by over 100 million people, all the way up to Unreal Engine 4 and the Unreal Editor, which is an insanely powerful piece of software that's actually pretty complicated to learn. But over time, these tools and technologies will be coming together in some exciting ways, and we're not ready to talk about all of it yet. But Epic is really thinking about
and putting a lot of effort into addressing the entire continuum of content development and content deployment scenarios. And we feel that the state of the world is a little bit broken right now. If you look at the app stores on smartphones, you have 250,000 games, each competing for the top 10 charts, where virtually all of the sales occur. And you have a small number of winners and a whole lot of losers in that way, and it's not a fair situation for game developers. And you have a lot of amazing games that just get lost because they haven't been discovered. Сейчас про Epic Store еще скажут нам. Enable content creators to reach the audiences within existing games. And this has been part of the industry since the days of Quake and Unreal Tournament, when user mods became possible and we and id Software released our first tools so the community could start building their own stuff. And now it's reached a scale of hundreds of millions of users. If you look at what Fortnite is doing and Minecraft and Roblox enabling user content creation, but I think right now you have two separate worlds, right? You have the professional tools of Unreal Engine and Unity, and then you have the tools for the masses in Fortnite, Minecraft, Roblox, and they're really not connected anymore. They're not connected at all. And the next step is to cross over and to enable all of the content tools to reach all of the customers and all of the ways that they play games. And this is something we're thinking a lot about, and we'll be doing a lot of work on in the coming years. It's awesome to hear. We've talked a lot, obviously, about like graphics and lighting and. Я не могу понять, как они собираются там мододелов или еще кого-то там объединить и подтянуть к этому. Я так полагаю, они целую линейку продуктов собираются выпустить, в которых типа можно работать там, я не знаю, учиться 3D-модельки делать, или они просто все нахер себя подожмут и никакого этого не будет без их ведома. Я немного не уловил его речи. Some of that's tied to UE5, but also it's just a general platform approach. But can you maybe share a bit on kind of your vision on the other aspects of Unreal and Epic and how that's going to sort of evolve over the next few years too? Oh, sure. Today we're showing Unreal Engine 5 for the first time, but we're launching the Epic Online services to all developers in the world. Epic Online services это какие? Right now, and you can download the Epic Online Services SDK and use it right away. What this is a set of all of the online features that we built for Fortnite, including cross-platform friends that span 7 platforms, enable players to connect together with all of their friends everywhere. Despite the different account systems and friend systems that exist on each platform, on the console platforms and on Steam, and we're opening it up to all developers for free. And the goal here is to help all developers work together to accomplish what we accomplished with Fortnite, and to build a cross-platform social ecosystem together with all of the other developers in the industry, right? Instead of players being siloed into the one platform they're playing on. Matchmaking we want them to be able to reach all of their friends everywhere, but also build up friends across multiple games. That's the really interesting thing about the Epic account services that we're launching. Я не знал, что они еще этим дерьмом торгуют. Ё-моё, так вот где золотая жила-то зарыта. Fortnite player base, which is over 350 million accounts worldwide, and more importantly, it's 2.2 billion social connections between players. When two players become online friends and start playing together, those friend connections now persist across games, from all of the different publishers who choose to use these services. And so, it's the most open set of services that have been launched to date, and it really helps to bridge the gap, that's existed in all of the other platforms. And until recently, it was really only Epic, EA, Activision, the really big companies with a huge set of development resources that had the capability of building that sort of thing. But now this is open, and it's approved by all 3 of the console makers for use on their platforms, and it's ready for all game developers to adopt. And so we're really trying to help the industry get to a better place. And we think the core of the game industry are these 300 million hardcore gamers across high-end PC and console, but there are billions of gamers worldwide, and I think the next stage of the industry's growth is going to come from connecting these audiences, not with
Он собирается связать и консольных игроков, и PC-игроков, и мобильных игроков одними сервисами. Ни хера себе, амбициозные мечты у господина. Yeah, Охереть. I think that's such an interesting idea that, you know, these gaming platforms almost become, you know, it's another social network now, right? And I know you guys have Это в жизни не House Party произойдет, that's это been very нереально. successful over the past few months especially, but it feels like now, you know, you talk those numbers with Epic Online Services, it starts to feel like this is, you know, a Twitter or a Snapchat or an Instagram and sort of this way to kind of connect people. Is that part of your longer term vision, is that people will use sort of these game services as kind of a gateway to connect with people, and you know, games are a part of it, but also just the larger sort of social graph will be kind of the gateway to it will be through a game engine? Well, you know, what we're building here is the opposite of a walled garden, right? We're enabling all publishers to use all of their different account systems and connect using these services. And we're working with all of the different console makers and other platforms and services to help interconnect them. You know, the most interesting thing about this, and if you start playing Fortnite on PlayStation, and then you want to play the game on the iOS device, on iOS you can log in with your PlayStation account, and then you get all of your PlayStation progress transferred over. If you start playing on PC, then you create an Epic account. Then if you go to Xbox, then you can log in with your Epic account on your Xbox. And so this isn't a walled garden, rather it's an attempt to Подождите, в connect сраный all the Fortnite different можно на services. iOS играть с аккаунтом PlayStation и все перенесется? Серьезно? And I think that's really going to be Или с freeing ПК for the на industry. Xbox или It's going еще? to mean that everybody can talk to everybody else, and there's no one company controlling the whole thing. Rather, it arises as a result of the cooperation between all of the different companies in the ecosystem, who finally realize that they can grow better and build better businesses if, instead of trying to lock players into their platforms, they enable their players to connect with all of their friends across all platforms. Because you know, we have a lot of devices in our lives, and everybody who has an Xbox or a PlayStation also has an iPhone or an Android device. And you know, to really enable the next generation of industry growth, we've got to be able to connect all of these users with all of these friends and set aside kind of the old feuds that defined previous generations of the console business. Они предлагают объединить все, включая мобильных даже этих, благодаря их сервисам, которые они толкают сейчас большим издателям. Но так как он упомянул Activision и Electronic Arts, соответственно, с ними у них уже получилось, иначе бы он их название бы не упоминал. Ну, бабки я здесь смотрю текут рекой нахер. Maybe it's a game, Прям but not maybe bad. it's just sort of this shared experience, and it feels like, you know, the visual fidelity now that these next gen consoles will bring. I mean, based on what you were saying, Kim and Nick, it's like, are things going to look just like movie visual effects? Like, what are the things that I guess real time games can't do still that we get to see in some of these other shows? I think we're getting much closer on this generation to get to the point where you're not going to be able to tell the difference between a virtual world and a real world. There's still, you know, physical phenomenon, big massive explosions, and you know, waves crashing on a beach. I think they're still probably one generation off before they're perfect, but we're getting closer and closer. And one of the coolest things that we've seen with the advent of shows like The Mandalorian starting to use the engine is they're beginning to understand that a game engine isn't just about rendering pretty real-time pixels. They're understanding that game engines, especially Unreal, is built for building these very immersive simulated worlds. Ни хрена себе, Ханим, они действительно, вау, так теперь, может быть, инди будут клепать на Then Unreal. they'll actually drive cars with steering wheels and joypads. Теперь мы будем Unreal так же ненавидеть, как Unity. So it's starting to become very, almost like very Matrix way in the way that they're using simulation for cinematic content creation. And I think that's just going to get more and more common. And as they start to rock the potential of what real-time А нет какой-нибудь пробной версии типа Unreal? entertainment is about, I think you're going to see traditional storytellers making the move into video games, and I think and backwards and forwards. I think you're going to see this very, very fuzzy world where it's just entertainment. You're building an IP. It can be a game. It can be a TV show. It can be all of these things, and it's going to be a pretty exciting decade. And I'm sure some people saw that, you know, the showcase that you guys just showed, the demo, and everyone's like, I want to play that game. But we should clarify that's not a game, I don't think, right? It's just a tech demo? It's a tech demo.
Yes. No, we feel it's the best way to present, especially something that was built for the Game Developer Conference, is to show something within the context of gameplay. So, and it also means we wanted to improve some animation systems in the engine. So it was much better to actually have a world that you walk through, play, jump, whatever. Keeps it real or unreal. In this Ладно, я case. потом I посмотрю. must say, it's real gameplay. That's what we like to see is that people can actually play through that. And again, it just blows me away when you see that final sequence at the flight, and that's the kind of thing that I think we've all been waiting for, is to see that glimpse of where games are going next. So it's really exciting to see how you guys keep pushing the technology to the next level with UE5. And I know it's going to be next year, you say. So we'll see some next Это gen так games демка, this но там holiday геймплей shipping был. on, То есть это не просто UE ролик. 4.25, I think, right? And then next year is when we'll see UE5. Is that right? Yeah, that's right. We're planning on having a preview of UE5 available early next year, and then shipping the full 5.0 later in the year. Preview And I early next imagine, year и later in the characters next will year, also соответственно, improve. релиз. I know you guys have done a lot of work there with sort of, character technology. We already talked about with Nick, the Дадут в нее idea сыграть, of, ага, streaming more into the environment, no load times, as Tim mentioned. I mean, these are other things that I guess are going to, sort of impact the game experience. But are there other dimensions that you think, the next generation will sort of evolve to with UE5? I mean, I think the character stuff feels like, to me, another area where, we're not quite the same as, Вообще вот movies yet это, in если terms of честно, character круто. technology, but Holy I'm sure you shit. guys are pushing on that too. I'm very confident. Oh, sorry. Go ahead, Tim. This is just the tip of the iceberg here. We've shown Господи, digital как мы humans далеко действительно в technology in плане the past, графона but, прошли, пацаны, за эти Epic 20 and the лет. three lateral Вы team that видели? recently joined us are going to be pushing that to entirely new levels, not just in graphics fidelity, but also in productivity for content creators, so that a developer without a huge budget can build digital humans that are world class. We have a lot of investments going on that you'll hear about over the coming months and over the next year. Also at the core of this, this isn't a big open world demo, but open world technology and enabling worlds without bounds is the key initiative that's uniting all of this. Virtualized geometry is one part of it. Global illumination with Lumen is another part of it. But ultimately, this comes together to empower Маленьких, ну погоди, в какой игре? Сначала фильмовая индустрия, где задорого можно это продать, потом отработают, железо мощнее станет, будет в играх, по чуть-чуть, не торопись. It's a full simulation engine. It aims to power every aspect of simulating a realistic environment, including very detailed physics, and vehicles, and collision and destruction, and everything else. I think you'll see a qualitatively different set of games built for the new generation than what we have here. And it's going to be very exciting because we don't yet know exactly what they're going to be. And how does, you guys mentioned Fortnite moving to UE5 next year. Like, I mean, how is this going to impact, Fortnite, do you think, in terms of like the game, with UE5? Блять, If you don't want to да spoil никому much, не but it's интересно. like, just technically, sort of like, is that going to enable the game to evolve too? Зачем Fortnite вообще Unreal Engine 5? Господи, он работает, мать его, буквально на телефонах. The creators who build Fortnite, both within Epic and the 100 million or so outside of Epic. Блять, это дерьмо меня триггерит It's going to be прям. very interesting to see where this enables the game to go in the future. I think what we have now is a very, very small fraction of what the game will be in the future, and it's going to be very exciting to see the Fortnite team. Да, в седьмой финалке была прекрасная анимация. And have all this new Невероятная power in their просто. hands. Well, I see it as, it's a game, but it also feels like a platform in a way that it's enabling, these other, there's battle royale game, but there's creative, and obviously we've started to see, other experiences with music artists and whatnot around it. So it feels like it is this, this beachhead to sort of a bunch of other content. Is that how you view it? As sort of this, sort of this? I mean, people have used the term, sort of metaverse, but is that sort of the longer term vision? Is that Fortnite can sort of grow to wherever creators want to take it? Yeah, they define a platform as an ecosystem in which most of the content is not created by the company that operates it, right? And I think if you look at Fortnite today, it's not that, but anything's possible in the future. I think that's
Что там чат по этому поводу That's a very думает? interesting Вижу, direction вижу. for the whole game business. Every game developer is thinking about this problem of how to not limit their experience by the 10 or 100 or 1,000 people on their development team, but how to uncap the entire world's creativity to enable an entirely new generation of game experiences to be developed in an entirely new way. Yeah, well, I think UE5 obviously shows the high end of the aspiration for everyone to, what they'll eventually be able to maybe make. And yeah, that demo is absolutely stunning. Before we go, I wanted to ask you, that demo, how long did it take you guys to build? How many people worked on it? Can you give us a sense of, how that came to life? Да, сколько вы демку Well, we клепали? started thinking about it straight after GDC was when we started thinking about it. We knew Brian's nanite technology was beginning to come online, and but the bulk of the work, I would say, the bulk of the work started from sort of September through to March. And I think the team, it probably peaked over this, but I think it was about 24 people that worked on the project overall. And with a bit of help from our friends at Quixel. If it hadn't been for the Quixel Megascan library, we couldn't be able to populate that world. Yeah, well, I'm sure everyone looks at that and says, I want to play that game. I know we're not necessarily going to get it, but it hopefully will inspire a lot of creators around the world about what will be possible, with UE5 and also the next generation systems. So, I feel real excited now about what we're going to get to see for the rest of the year for all these next-gen games and, of course, into the future. Thanks, as always, for joining me, guys. It's great to see the first look at UE5 and hear about where Epic's going. And, the future looks quite bright. Thanks, guys. Cool. Thank you. Thanks for Новые технологии — это всегда классно. Новые технологии — это всегда здорово, бойс. Интересно. Освещение, значит, рескейлинг всей архитектуры и всего этого без переделки ассетов. Что-то еще там они сказали, господи, я уже забыл. 1 100 000 треугольников и типа не лагает. Все? Подождите, Джефф? Джефф, ты мне ничего не скажешь напоследок? Джефф! Джефф, камбэк! Окей, ладно, пока, Джефф, спасибо. Спасибо. Summer Games Fest. Что это за дерьмо? Настройки у меня здесь на Ингланда не поставлены. Даже этот. Firefox я же не пользовался. Так, что у нас дальше? May 14. 1 PM PT. Ой, 1. Что это? Что это за херня? В 11 по Москве. Завтра в 11 по Москве Ghost Шишима у нас будет войс. Надо будет его не пропердеть. Ханим, ну чё, когда у тебя будет это? О, фак. О-оу, упс. Когда это уроки будут по Unreal? Все уже предзаказали. Сейчас. Нет. Нет. Ночью хоть застримишь? Я тут с ума сошел. В 3 часа ночи я не буду стримить, чувак. Кроме того, кто будет смотреть? Дайген, может быть, только придет и все. Вряд ли кто-то еще придет. Я, если честно, хотел бы посмотреть Unreal Engine. Можно ли в нем что-то клепать? Как он вообще работает? Мне кажется, это гораздо интереснее, чем обосса на Unity, будь оно проклято. И если его прям реально можно себе скачать и поковыряться в нем, я бы поковырялся. Как Unity, только без кода. Так это и прекрасно. Код — это вообще сакс-дикс говнище, извините за выражение, но, по крайней мере, для меня. Если кода не будет, то я только за. Я только за. Ну все, на сегодня тогда, наверное, разойдемся. Завтра, я подумаю, стримить или нет, но на крайний случай послезавтра вернусь.
послезавтра вернусь, потому что, в принципе, игра мне нравится, и в нее фаново играть, хоть она совсем кинцо мыльцо. Поэтому я сейчас здесь засейвлюсь. Но я отправлю вас к брату. Тогда, наверное, если он еще стримит. Так, стоп. Как я это делал, кто-нибудь знает? Я забыл. Подождите, где ты херня? А, Red Channel, подождите. А у брата как channel называется? Он с ошибкой же свое имя написал. Я до сих пор не могу его нормально это... Да, у него супер-мега хардкор, секира, шмикира, да. Вы же любите хардкор, бойс. Я вас вот туда сейчас отошлю. Ну все. Спасибо, что смотрели. Всех люблю, всех целую. В десны, как говорится. Приходите еще. Надеюсь, что вы фан получили от... Господи. Как эта игра-то называется? Uncharted. Все, у меня brainwag, мать его, начинается, ребята. Это да. Это да. Короче, гражданин, который сидел в левом нижнем окне, в левом нижнем, вот здесь, который, не та кнопка, которая еще холи щит, вот здесь, он невероятно плохо разговаривал, конечно, у него было ужасно, я практически ничего не мог понять, что он говорит. Такое ощущение, что он откуда-нибудь с Ирландии или Шотландии, ё-моё. Один парень, вот этот, прям как Петрович, лысина у него, залысина, он теряет волосы, но все еще по-прежнему боится их побрить, и он так плохо выглядел. Ух. Я вот на него посмотрел, прям реально хотел, ну, как бы уже прям почти решаюсь на то, чтобы полностью сбрить все нахер, остатки. А этот просто здесь, короче, тусовался просто так, ничего не говорил, спал. Прям, вообще, зачем позвали, не знаю. Ну все. Рейд скоро стартанет, бойс. Люблю, целую. Увидимся завтра или послезавтра. Пока-пока! Пока-пока! Что-то все лагает. Вовремя мы стрим останавливаем, кстати. Я смотрю, тут что-то опять полетело все. Бам! Бам! Пять, 4, 3, 2. Сейчас улетите. Бум! Что-то не улетели, что ли? Короче, я пытался.